Итак, я объявляю торжественное начало интернет-курса 9 Грах. Может быть, не совсем начало, потому что у нас сегодня пробное занятие. Обычно у нас нет пробных занятий, но организаторы попросили провести пробное занятие, поэтому можно назвать его первым, а можно назвать нулевым. И поэтому мы сегодня очень глубоко грахи изучать не будем, но подготовимся к их изучению, узнаем подходы, через которые мы будем изучать грахи, и узнаем глобальные принципы, фундаментальные законы, которые нам нужны и для изучения грах, и для других сфер познаний. По традиции мы начинаем каждые наши семинары, курсы, интернет-курсы с нескольких минут тишины. Я закрою глаза и помолчу. Если у вас есть такая возможность, тоже можете это сделать. А если нет, тогда просто настроимся на познание, исследование и получение знаний. Итак, говорят, что начало – это половина дела. И поэтому, если мы правильно что-то начали, то у нас есть потенциал, чтобы правильно это продолжить. И обычно в начале это торжественный, немного волнующий момент. Насколько мне известно, учителя, преподаватели начинают либо знакомиться с коллективом, или как минимум просят поставить плюсики, либо рассказывают о себе, как давно они изучают джотиш, сколько они уже провели консультаций и курсов. Но в нашей школе другая традиция. Мы начинаем каждое занятие, каждое исследование с того, что мы формулируем запрос. Что мы хотим изучить? И в контексте нашей темы это 9 грах, как 9 сил, 9 законов, принципов, ну для кого-то планет. И зачем мы хотим это сделать? Зачем нам эти знания нужны? Но поскольку сегодня у нас вводное занятие, и не все продолжат курс, поэтому это самое важное начало мы перенесем на следующее занятие. Я прошу каждого озвучить вслух, ну как минимум написать в чат, зачем нам нужно знание грах. Не потому, что я любопытный и мне хочется как бы с вами познакомиться, а это принцип взрослого, зрелого, осознанного человека. Если я что-то делаю, я должен знать, почему я это делаю, с какой целью, ради чего. Если я получаю знания, я должен осознавать, какова цель, каков смысл. И в других сферах это тоже важно. Вот. Если я хочу в брак, в отношения, зачем, ради чего. Если я хочу куда-то поехать, что-то купить, что-то сделать или сломать, ради чего мы это делаем. И тогда мы начнем уже, как это назовем, с академической фундаментальной части. Чтобы вам было интереснее, я буду показывать некоторые такие плакаты. Итак, цель курса в целом. Узнать, что такое грахи, и не в привычном понимании получить новую, интересную, а желательно ценную информацию, а узнать в правильном, высшем понимании этого слова. Я знаю только то, что у меня есть как опыт. То, что я ощутил, попробовал, прожил. Вот. И поэтому информация не является знанием, и мы будем сегодня об этом подробно говорить. А опыт, ощущение, прожитое, изученное, исследованное или подтвержденное становится знанием. И поэтому мы должны получить опыт грах, прочувствовать их внутренне как ощущение, как то, что мы можем реально проживать, понять, какие принципы или сути за этим стоит, понять, какие есть качества у грах, которые этой сути комментируют, свойства, значения, выражения, представители, проявления, цели. Но это все комментарии к сути. И научиться это практично применять в нашей жизни. Как говорит как бы великий мудрец Махариши Махеш-йоги, знание должно быть обязательно практичным. Если мы получили знание, но наша жизнь не поменялась, тогда это не совсем знание, и нужно что-то изменить. Либо глубже его исследовать, либо найти ему практичное применение в жизни. И у нас будет два аспекта применения знания грах в жизни. Мы это называем
просто в жизни и в карте рождения. То есть если мы астрологи и читаем карту рождения, тогда нам нужно видеть грахи в карте рождения и понимать, что мы видим. И даже если мы не астрологи и хотим разобраться со своими отношениями, со своим предназначением, грахи, как высшие принципы, нам в этом помогут. И теперь, каков наш запрос, цель обучения, мы это приносим на следующее занятие. Вот, мы узнаем о самом главном принципе в мироздании, и он же главный принцип в джотише и в изучении грах, это принцип источника. Мы увидим, что этот принцип проявляется в два его комментария, в закон единочалия и закон иерархии. Затем мы найдем определение жизни, что такое жизнь, какие ощущения подтверждают нашу жизнь и каков диапазон жизни или каков диапазон ощущений жизни. Следующий пункт. Нам нужно узнать, что в жизни есть три реальности, которые составляют целостную единую действительность. И не различая жизнь по реальностям, мы всегда будем неправильно понимать какое-то явление, понятие, даже грахи, раши и бхавы мы не сможем правильно изучить, если мы не понимаем, что они находятся в трех реальностях жизни, ну и человек живет в трех реальностях. То есть жизнь как бы целостная, человек как бы гармоничное, единое существо, но все эти взаимодействия, ощущения происходят в трех реальностях. Следующий пункт. Мы поговорим о двух надчеловеческих началах. То есть это так называемое мужское и женское начало, но они не связаны с полом человека или полом богов, богами, богинями. Вот. Это не связано с какими-то там примитивными пониманиями активности и пассивности. Это нечто более глубокое, и которая позволяет разбираться в жизни как понимание, видение, проявление двух начал в мироздании. И в жизни человека, и в природе, и во всем остальном. И если мы это будем делать эффективно, быстро вложимся в регламент, тогда мы исследуем две главных силы в джотише, то есть две первичных грахи, первую и вторую. Вот. И это мы тоже будем делать через исследование. Нам нужно знать, как найти первую граху и почему именно она фундаментальная, первичная, изначальная. То есть, опять же, мы не будем полагаться на источники информации, где записано, что некая граха является первой. Мы будем это исследовать, и я проведу вас по этому пути познания, направляя ваше внимание, задавая вам вопросы. Вот. И если мы это тоже сделаем быстро, тогда я скажу несколько слов о том, что такое джотиш. Понятно, что есть разные понимания этого. Кто-то это говорит, что там наука света или астрология. Вот. У меня есть некоторая другая интерпретация того, что такое джотиш. И я дам свое видение, которое я получил от своего наставника и учителя. Итак, чем отличается вера от науки? В вере, когда есть какая-то вера, нам дают готовые утверждения. Мы, если видим в них силу, смысл, ценность, что-то светлое, духовное, вот, мы этому доверяем и применяем это без проверки и без необходимости это подтверждать. Наука – это то, что проверяется опытом эмпирически, или то, что подтверждается законами и закономерностями, рационально. Вот. Но несмотря на это глубокое различие между любой верой и наукой, есть некоторые утверждения, которые даже в науке принимаются без доказательств. И если мы говорим о том, что мы изучаем математику, в математике есть постулаты, они называются там аксиомы математические, которые просто заявляются, постулируются. И тот, кто согласен учить математику дальше, он должен их принять на веру, не перепроверяя. Но, в принципе, там нет большой сложности, потому что они очевидны. Они как бы, называется, как бы свой, каждый человек имеет здравый смысл, и эти постулаты подтверждаются здравым смыслом. Но в джотише тоже есть некоторые постулаты,
Вот. Несмотря на то, что это наука, что-то в джотише подтверждается, является следствием принципов закономерностей, а некоторые первичные основы джотиша, и как ведической астрологии, и как системы познания мира, и науки о высших принципах жизни, нужно принять как аксиому, не требующую доказательств. И они описаны обычно в каких-то первичных текстах по джотишу. Вот Брихат Парашара Хорашастра, которую я когда-то переводил, она в начале первые 2-3 главы, ну, можно сказать, 2 главы, дают философию джотиша, которую нужно просто принять. Исходя из нее, учить джотиш дальше. Если вы ее не принимаете, тогда не будет фундамента, на котором стоит эта наука. Следующее, что нужно знать, что есть различие между информацией и знанием. Некоторое утверждение, которое подтверждено опытом, является знанием. Утверждение, не подтвержденное опытом, является информацией. Исходя из этого как бы очевидного понимания, которое есть и в джотише, и в других науках, есть 2 пути получения знаний. Мы можем сначала получить принципы или законы и потом их проверить на опыте. Либо наоборот, мы можем делать какие-то эксперименты, опыты, проверять, что-то искать, это называется эмпирический подход, и потом увидеть в этом закономерности, повторяемость. Таким образом, знание – это соединение опыта и законов и принципов. И это можно делать 2 путями. Допустим, если мне учитель дает какое-то готовое утверждение, принцип джотиша, вот, я проверяю на опыте, и он работает. Это знание, потому что положение проверено опытом. Либо наоборот, я могу экспериментировать, исследовать карты, и потом видеть какую-то закономерность, и она будет всегда повторяться. Тогда это эмпирический подход. Вот. Но если нет опыта, тогда это просто информация, и есть у нее некоторая особенность. Это особенность негативная. Информация, она может привести к ошибкам, противоречиям, искажениям. Ну, это давно было известно, еще когда древние греки исследовали, что такое познание, они придумали термин там наука, школа. Они говорили, что информация, не проверенная опытом, не основанная на законах и принципах, ведет к противоречиям и искажениям. И более того, она ведет к ошибкам. Потому что, чтобы информация давала правильный результат, она должна быть полной. Это первое условие. А второе условие, то, чем обрабатываем информацию, в нашем случае это интеллект, который применяет логику, анализ, синтез, память. Они должны быть совершенными. Ну и мы понимаем, что память наша не идеальна, логика наша может быть несовершенной. Что такое анализ и синтез, мы тоже не до конца понимаем, поскольку не изучали логику как науку. И я говорю как бы правильно и научно, но если не приводить примеры, это может казаться не совсем понятным. Вот как люди, как дети учатся в школе. Они изучают, например, математику, да, арифметику, геометрию, и они запоминают формулы. И потом они видят какую-то задачу, математическую, геометрическую. И не всегда понимают принципы, которые стоят и за этими формулами, и за теоремами, и законами, которые они изучили. Они начинают просто в голове перебирать формулу. И это механистическая, поверхностная работа интеллекта. Если они правильно подберут формулу, тогда повезло. А если они ошибутся и не ту формулу подберут, то как бы с точки зрения интеллекта все хорошо, а ответ будет неправильный. Вот. Но если математика изучалась неформально, не как просто запоминание формул и попытки очертить сферу их применения, круг или диапазон их действия, а если были понятны принципы, которые лежат там за числами, за действиями над числами и за всем остальным, тогда при попытке применить неправильную формулу и ребенок, и взрослый поймет, по форме все правильно, а принцип нарушается, не тот закон, не тот закономерность. Ну, если вы изучаете джотиш, практикуете ведическую астрологию, большое количество информации чаще всего не помогает, а мешает.
оно запутывает. Допустим, мы хотим понять, там человек будет богатый или бедный. И мы анализируем. Одни указания в карте информационные показывают о том, что человек будет богатый, а другие то, что бедный. Там кто-то начинает анализировать йоги. Нашел дхана-йоги. Половина говорит о том, что он богатый, половина, что бедный. И интеллект не в состоянии правильно эту информацию усвоить, проанализировать, разложить и потом гарантированно синтезировать в стопроцентное верное утверждение. Поэтому что есть у человека помимо интеллекта, чтобы делать суждения, делать правильные выводы? Это называется способность к рациональности или разум. На бытовом уровне это называется мудростью. То есть человек не просто видит поверхностные причины и следствия, применяет факты, сведения, информацию, а он понимает закономерности, по которым что-то происходит. Вот. И в джотише то же самое. Можно иметь большое количество информации, прочитать много книг, запомнить их, законспектировать и это применять. Но если мы не видим, а почему это так, почему великий Махариши Парашара написал такое утверждение, мы будем применять это механистически, как бы книжно, поверхностно, и интеллект нас будет подводить, как и память в том числе. Поэтому мы должны знать главные принципы математики, физики, химии. Если мы изучаем джотиш, мы должны знать, какие там самые главные принципы и законы. И всю информацию, которую мы получаем, даже из надежных, авторитетных книг, нам нужно перепроверять. Я хотела примерами проиллюстрировать отличие информации от понимания, от знания. Вот по примеру обучения детей, то есть ребенку даешь информацию математическую о том, как найти скорость, расстояние, время из этой формулы, из этих трех величин. Он думает, что он понял, он запомнил, смотрю, решает задачи, через 2 задачи он уже забыл и ищет, куда подсмотреть. И тогда я начинаю объяснять принцип. Там, ты съедаешь 3 вареника в минуту. Сколько вареников у тебя поместится за 4 минуты? Ну, тогда из сосуда вытекает что-то по трубе с какой-то машины, да, он не водил, скорость не измерял, а вареники ел. Ну, то есть вот так, через опыт. И там он уже начинает задумываться, что скорость, расстояние – это еще что-то более глобальное. Там даже можно в варениках это измерять. Например, отличие понимания от информации. Ну да, тот, кто воспитывает детей, обучает их, дает им там домашнее семейное образование, или даже тем более является преподавателем, учителем, он понимает, что просто дав информацию, от этого не будет пользы, потому что она чаще всего будет использоваться неправильно. Вот. И в контексте, допустим, технократических примеров, то набор информации – это просто справочник, энциклопедия, база данных, коллекция данных, но она не позволяет принимать решения, делать суждения. Она может использоваться как дополнительный инструмент. А система принципов, аксиомы, постулаты и закономерности, которые потом дальше развиваются, приводят к совокупности знаний. Это называется наука, если это сфера исследования, или это называется философия, мировоззрение, учение, потому что она целостная. Вот. И обычно я привожу пример. Довольно мудрый был европейский философ Гельвеций. Он говорил, что знание небольшого количества принципов освобождает от знания огромного количества фактов. То есть, если у меня есть опыт законов и закономерностей, понимание принципов, то мне не нужно много информации. И также я пример приведу, уже близкий к джотишу, уже прямо в джотише пример. Антон, я проходила только школу Антона, и других информационных никаких обучения джотиша не имела. Поэтому всякие, если есть какие-то уже устоявшиеся штампы в джотише, то я знаю только от Антона. И вот он говорит, когда изучаем вторую граху, силу чандры, он говорит, что везде написано, что это мать, и все информационные источники говорят, что это мать. Антон это будет глубоко описывать, где это соответствует действительности, где не соответствует.
И когда мы делаем всякие, ну, такие полуигровые посты в соцсетях, и там рассматривали силу Чандры, силу Шукры, Венеры, с другими силами, и нам давали люди ответы, свои версии, варианты. Как только дошли до Чандры, сразу посыпались ответы. Так это ж красота матери, это мать, мать, мать. И тут сразу был такой короткий тест на то, кто изучался информационно, а кто более глубоко, и давали описания уже более сущностные, там, конкретного сочетания сил. Вот. Что я хотела сказать. То есть штампы, вот в джотише, запомненные какие-то конкретные формулировки, они вылазят прям из нас. А если знаешь суть, то довольно, намного интереснее интерпретировать. Ну да, и проверить, это является информация или знание, можно простым способом. Спросить у человека, а почему Чандра соответствует матери? Где доказательства? На каком основании? Вот. И обычно будет ответ, что так написано в Великой книге, может быть, Брихат Парашара Хурашастри, а может быть, в другой. Так написано у меня в конспекте, или так мне говорил авторитетный человек. Вот. Но это можно проверить двумя другими способами, которые это подтверждают, либо опровергают. Эти два способа называют, в отличие от информационного, интеллектуального, они называются рациональный и иррациональный. Может быть, не самые лучшие слова, потому что понятия рациональности могут всех огорчать, как вот Винни-Пуха огорчали длинные слова. Но если мы говорим о науке, там должен применяться рацио, то есть разум. Вот. И в науке, как в системе знаний, принципов, должна быть рациональность. Но чтобы это не было так жестко, категорично и иногда огорчающее, то есть второй подход, иррациональный. Это знание как опыт, знание как ощущение. Вот. Сейчас мы об этом подробно поговорим, и поэтому, если я могу либо рационально, через соответствие принципу, через мое понимание закона подтвердить, что мать является одним из показателей, то есть каракатв Чандры, тогда это так. Либо я могу это подтвердить иррационально. То есть у меня есть опыт матери, у каждого есть опыт матери, мы с ней взаимодействовали, общались, чувствовали ее, поэтому мы знаем по ощущениям, что такое мать. И у нас должен быть опыт Чандры, то есть мы должны не иметь информацию о Чандре, и не только видеть, в чем ее суть, смысл, а еще ее прочувствовать, прожить на опыте, познакомиться с ней, повзаимодействовать. Тогда, когда я знаю на опыте, какая Чандра, какая она по сути и какими качествами это комментируется, я сравниваю опыт матери по ощущениям и опыт Чандры. Если они совпадают максимально близко, и никакая другая граха этому не соответствует, тогда да, мать это проявление Чандры. Вот. И этот рациональный и иррациональный метод, ну, какое-то слово мы можем другое подобрать. Вот в разных группах мы выбираем разные слова, допустим. Рациональный можно назвать знание через разум. Знание как применение, ну, мудрое слово не совсем подходит, но разума, по-другому не скажешь. Да? То есть помимо интеллекта у нас есть разум. Вот если мы изучаем санскрит, есть будхи, это интеллект, и есть дхи. Что такое дхи? Дхи на санскрите, рацио или ратио на латыни или на английском, разум на славянских языках. Вот. Это тот инструмент, который делает умозаключение. Но вот это слово ума мне не нравится, потому что это может быть же воспринимающий ум, как манас. То есть это такой рациональный ум, который делает суждение или умозаключение. И в принципе, когда мы анализируем карту рождения, или там ставим какой-то диагноз по аюрведе, или делаем какие-то выводы, то выводы чаще всего делает разум, вот, а не интеллект. Но мы это не отслеживаем. И поэтому у нас есть будхи, которые нам развивают еще с детского сада и максимально развивают в школе. И есть дхи. В житейском применении это мудрость, разумное поведение, стратегическое поведение. Вот. А в контексте джотиша это умение перепроверить, а соответствует ли принципам этот текст, это шлока, это утверждение.
соответствует принципам и законам то, что я сейчас скажу тому, кого я консультирую. Вот. И этот тхи, житейская мудрость или научный разум, рациональность, нам нужно развивать, и тогда мы это будем правильно применять в джотише, в наших консультациях не будет ошибок, мы будем без искажений и противоречий читать карту рождения и давать очень разумные, мудрые стратегические консультации. И этот же разум нам поможет в жизни быть более дальновидными и идти правильным путем. Иррациональное познание, оно тоже описано в ведической литературе или в каких-то мистических текстах буддистов, джайнистов, суфиев. И в Европе было много мистиков. Вот. Кто-то был писателем, как философ, а были ученые, мистики, которые познавали иррационально. Ну и, в принципе, греки тоже этим занимались, вот, но там мало текстов сохранились. Иррациональное познание – это познание через восприятие, через ощущение, через опыт. И в контексте еды, вкуса, там, отношений, секса, прикосновения к каким-то вещам, иррационально мы почти всегда привыкли познавать субъективные, воспринимаемые вкусовые вещи. Но что таким способом можно познавать что-то другое, мы к этому не привыкли. И вот я привожу почти одни и те же примеры. Вот в контексте нашей жизни я смотрю на какой-то объект, на стенку, там обои, мебель, диван, ковер, вот, и я могу узнать, какой он по ощущениям на ощупь, либо подойдя его пощупав, либо будучи внимательным к его поверхности, структуре, обратив внимание на эту поверхность, я начну чувствовать, какая она на ощупь, и по тактильности, и по температуре, и по всему остальному. Вот, и если это обращать на это внимание, это способность развивать, у меня будет развиваться иррациональное познание. Его мы называем йогическим или тантрическим. Вот. И когда я в этом убежусь, что оно работает, сначала я буду как бы получать ощущения от какого-то объекта, потом подходить, пробовать, трогать и говорить, что да, это работает. Вот с людьми это хорошо работает. Я посмотрел на человека и догадываюсь, какие будут от него ощущения, какой опыт. Это иррациональное познание. Иногда называют это словом интуиция, но это не совсем интуиция. Это способ познания, описанный еще в йога-сутрах Патанджали. То есть это древнейший способ. Но иногда он единственный, который работает. Вот, допустим, я хочу узнать, какая спутник Луна на ощупь, какая она по температуре, какая она по тактильности. И я никогда не смогу до нее дотронуться реально, то есть физически или материально. Вот. Но если мне это очень важно, я обращаю свое внимание на Луну, на ее поверхность, а потом смотрю на то, какие ощущения идут. И вот эти ощущения, которые комментируют мое внимание, они являются правильным опытом. Она именно такая и есть. Вот. И к чему это все в контексте джотиша? Когда я изучаю грахи и пробуждаю их опыт, ко мне будет приходить ощущения, которые комментируют эту граху. И принцип я могу не знать, закон, который этому соответствует, я могу еще не понимать. Вот. Но мои ощущения являются опытом этой грахи. Им не только можно доверять, а им нужно доверять. Ну, как всегда, меня просят проводить примеры, чтобы это было гораздо ближе к жизни. Но вот, например, вы подходите в магазине, видите, за стеклом лежит торт, и вы на него смотрите. И вам кажется, ну, хорошо сделанный, из неплохих ингредиентов, качественный, недорогой, хорошая фирма. Это все логический анализ. Можно почитать его там, как называется, содержание, этикетку, вот, и купить его, и съесть в разном количестве. Можно один кусочек, можно два, можно весь торт. И потом будет ощущение. И ощущения будут не всегда такие, которые нам рисовал интеллект. Может быть плохо, тошнота, тяжесть, огорчение, обида, даже злость на себя. Я же обещал себе торты не есть, это вредно, допустим, мне там по юридической конституции или что-то еще. Вот. И интеллект мне обещал одни ощущения,
личность с этим как бы согласилась, а потом приходит неприятный опыт. Но если я буду использовать иррациональное познание, то есть я подойду к этому торту, посмотрю на него внимательно и отключу как бы интеллект. То есть он, конечно, будет мне какие-то мысли посылать, что-то там будет не только говорить, а иногда даже кричать. Вот. Но если я буду смотреть внимание на ощущения, то я точно прочувствую, что я буду ощущать, когда я буду его есть. Какой будет опыт через час. И потом, какое будет послевкусие и в целом состояние. Вот. Если быть внимательным к своим ощущениям, освоить этот способ рационального познания, проверить, что он работает, и доверять ему, тогда, не вступая там в отношения с тортом, не вступая в сексуальные отношения с каким-то человеком, не физически перемещаясь в какое-то место, а обратив внимание на свои ощущения и опыт, я точно буду знать, что же будет там как результат. Вот. И таким образом я могу получать опыт не через интеллектуальную информацию, то есть информационно, не через знание принципов и законов, потому что трудно разобраться, по каким принципам работает торт, какие там законы аюрведы или другой системы медицины работают, а просто прочувствовав качества, которые мне вызывает объект познания. И мы этот метод называем не только иррациональным, ощущаемым, проживаемым, мистическим, а мы называем его йогическим. А почему? Уже пошли ответы в чате. Антон, чат видишь? Потому что йоги смогли описать грахи, пишет Светлана. А кто такие йоги? В чате ответ «познавшие себя». Ну, йога переводится как соединение, слияние, объединение. Там же есть бытовые понятия, как вот это вот ярмо, упряжка, что там надевают, хомут, да, вот. Понятно, что йога там имеет 30 значений в санскритском словаре. Ну и в контексте быта всякие хомуты, ярмо нам не нужны, а в контексте философии йога переводится как слияние, соединение. Если мы говорим о философии познания жизни, то йоги, лучше сказать йогины, это те, кто занимаются йогой, но не физическими упражнениями, чтобы там быть здоровыми или жить долго. Вряд ли это интересует ученых. Вот. Чтобы познавать мироздание. Вот. Соединяясь с чем-то, я это узнаю. То есть, соединившись с едой, я узнал, какая это еда, у меня есть ее опыт. Соединившись с каким-то местом, землей, травой, местностью, городом, посетив его, я с ним соединился, я познал этот город. Соединившись с каким-то человеком или в командировке, или во время секса, я познал этого человека, я с ним объединился в каком-то месте, я получил его опыт. Поэтому йога в контексте философии и познания – это соединение с объектом познания, чтобы получить опыт. А как мы помним по постулату, опыт – это и есть знание. То есть то, что я прочувствовал, ощутил, опыт того, что у меня есть, это и есть знание. Понятно, что мы привыкли там соединяться с объективными вещами. Правила в учебнике, какой-то текст, в нем есть какое-то интеллектуальное значение. Но соединяемся мы не только объективно, а и субъективно. С людьми, предметами, плодами, вещами, учениями и так далее. Поэтому йога – это способ познания. Самый лучший текст по йоге – это йога-сутры Патанджали. И то, что я сейчас говорю, описано в том числе там, в йога-сутрах Патанджали. К сожалению, я не знаю ни одного хорошего перевода на русский язык, вот, но есть 3-4 прекрасных перевода на английский с санскрита. Вот. И шабда – это слово. То есть это информация, может быть жест, там, может быть рисунок, может быть, что это еще может быть? Ну, формулировка, вот, слова. Вот. И слова, речи, выражения. То есть то, что выражено и выражает себя интеллект, как Граха, и третий Раши, как Раши, Митхуна. И поэтому это что-то уже выраженное. Вот. Но почему говорят, что истинное, выраженное, хоть словами, хоть жестами, перестает быть истиной?
Потому что в процессе выражения происходят некоторые трансформации и искажения. Поэтому самый распространенный способ познания информационный, он же интеллектуальный, через слова, тексты, видео, картинки. Вот. Но это выражение истины, это выражение знаний. Поэтому оно может быть неточным. Поэтому в наше время это самый распространенный способ, но не дающий ответов, часто запутывающий и ведущий к искажениям. Рациональный метод тоже описан в йога-сутрах Патанджали, там называется анумана, это переводится как суждение или рациональный вывод. Умозаключение, но не заключение воспринимающего ума манаса, а умозаключение дхи, то есть умозаключение разума, рациональное заключение. И таким образом, это как вот, если я знаю принцип, потом вижу какую-то проблему, явление, вопрос, ситуацию, комбинацию в карте рождения, я подбираю подходящий принцип для этой ситуации, вопроса, трудности, проблемы, вот, применяю этот принцип, и мой разум, тхи, то есть моя рациональная способность делает правильные суждения. И при этом мне информация не нужна. Таким образом, мы можем знать принципы 9 грах, сути 12 раши, значение 12 бхав и не пользоваться конспектами, книгами, чему мы учим в нашей школе. Вот. И третий, особенно любимый женщинами способ познания, вот, научно мы его называем иррациональный, но можно сказать, что это внутренний, проживаемый, ощущаемый, мистический, йогический, тантрический, и все это правильно. Вот. Ну, в тантре есть много значений. Одна из них – это слияние с объектом познания. И фактически, если вы занимаетесь медитацией, то вы можете использовать ее как технику созерцания. Вы повторяете какое-то слово или концентрируетесь на каком-то объекте, и вы с ним сливаетесь и получаете опыт этого объекта медитации. Вот. Ну и обычно я прошу проверить и на чем-то проверяемом, то есть ощутить, что будет, когда я туда войду, прочувствовать это, не логически подумать, или что будет, когда я к этому прикоснусь, что будет, когда я это съем, вот, и ощутить потом что-то, то, что мы не можем проверить, чем, допустим, пахнет луна. Вот эти 3 способа мы будем использовать при изучении грах на этом курсе. И эти же 3 способа мы используем для изучения раши, бхав и других понятий в джотише. И я их получил от своего учителя и наставника, они описаны в йога-сутрах Патанджали, ну и древние греки их тоже применяли. То есть все ученые знали, то, что я знаю, я получил как информацию, то есть шабда, слово, выражение. То, что я знаю, я получил как вывод, принцип, закон, суждение, анумана или результат действия разума дхи. Или то, что я знаю, я получил как опыт. И, как говорил Жванецкий, ничего так не убеждает больше, как собственный опыт. Какие есть вопросы? Допустим, когда вы что-то видите, то это не ощущение, это визуальная информация. И вы сравниваете интеллектом другие информации визуальные в голове. Ну, как вот искусственный интеллект подбирает, и вы подбираете. У вас в голове информация о деревьях в виде картинок. Вы видите картинку, это информация, и вы начинаете подбирать. Вот. И чаще всего мы будем говорить, что наши чувства несовершенны, приводя в пример визуальные образы. Да, в этом есть отдельная тема, вот, и поэтому говорили там «не верь глазам своим». Но, допустим, возьмем не визуальное. Вот вы едите, и вам вкусно. Это может быть ощущение обманчивое. Это исключение. Вот. И не зря говорили, исключение не опровергает правило. В том, что я сказал, будет отдельное исключение. И если как бы за них цепляться, тогда да. Вот. А если мы отбросим эти некоторые исключения, которые закономерность статистическую не нарушают, в целом, касаясь горячего, холодного, твердого, мягкого, острого, гладкого, наши осязательные ощущения нас обманывают или нет? Чтобы понять причину вашего недоверия вашим же ощущениям, хотя ничего не убеждает как собственный опыт, и именно этому стоит доверять.
Ну, значит, у вас есть какое-то внутреннее неприятие этого способа познания, и у вас были такие ситуации, скорее всего, когда вы полагались ощущениям, и был неприятный опыт. И он у вас пробуждается, и изнутри у вас всплывает и говорит: нет, этому доверять нельзя, нужно быть логическим, практичным человеком, нужно перепроверять через информацию. Вот. То, что я ем, и мне это вкусно, может быть, это ошибка, может, мне там что-то болит или печень. Нужно почитать в интернете, как называется, отзыв. Если в интернете написано, что это вкусная еда, тогда это должно быть вкусно. Ну, я не против, что вы будете не доверять ощущениям и будете доверять двум оставшимся способам. Вот. Но у большинства людей интеллект, отзывы, информация, сведения и факты с ними играют злую шутку, а ощущения их не обманывают. И я согласен, что бывают отдельные исключения. То есть, когда вода очень горячая в ванной, ты туда залазишь, кажется, что холодная. Но через некоторое время до тебя доходит, что это было, ну, как бы первичная реакция, а потом ты все-таки понял. То есть, если был вопрос, можно ли игнорировать ощущения и им не доверять, можно. Но рекомендация моя, подтвержденная моей практикой, говорит о том, что интеллект и информация обманывает чаще, чем ощущения. А вы решайте сами. С этим вопросом разобрались или подробнее будем? Можно еще спросить других участников, доверяете ли вы ощущениям? А есть такое еще желание добавить про глубину ощущений. То есть, как говорится, ну там, и уговорил себя, что в принципе это неплохо, но осадочек остается. И вот, наверное, вот этот осадочек, это, наверное, та более глубокая твоя суть, которая тебе что-то подсказывала более правильное. Не, ну, внешний фактор ощущений, да, там можно посластить горькую таблетку и так далее. В этом нет, суть или Мара, нет? если нужны примеры, которые подтверждают, что ощущениям нужно доверять, то их очень много, и я могу их насобирать. Вспомнить какой-то фильм «Квартета И», когда он пришел в дорогой ресторан, ел там дифлопе с крутоном, очень дорогое, и всем нравилось в этом ресторане, и у всех хорошие отзывы, и в интернете написано, что это очень вкусно, а он ест, ему невкусно. И можно себя убедить, но должно быть вкусно, потому что это крутейший ресторан, он дорого стоит. Вот. Но тут нужно за различными примерами, ситуациями увидеть закономерность. Закономернее, что мы должны знать о своих ощущениях. Доверять им или нет. То, что нас учат ощущениям не доверять, это понятно. Мы приходим в школу, и нам говорят: забудь о своих ощущениях, вот тебе информация, запомни, заучи. Вот. И там максимум ощущений, там ты голодный или в туалет, можешь об этом сообщить. И все окружение нам говорит, что ощущения это плохо, они нас обманывают, отдельные случаи обмана приводятся как закономерность, и на этом настаивают. Вот. Это как вот хорошо характеризует одесский анекдот. Мальчик, мама кричит с балкона: «Сёма, иди домой». Он говорит: «Мама, а почему домой? Я замерз или я голодный?» Она говорит: «Ты голодный». Вот. Понятно, что можно игнорировать ощущения, и мы к этому нас призывают. Это очень большая философская тема. Если мы в нее углубимся, мы меньше будем исследовать грахи. У нас есть внутренние ощущения и внешние ощущения. И просто нам это непонятно, мы не исследовали йогу как познание глубоко. Вот я могу осязательно ощущать что-то вовне, прикасаясь к чему-то, к другим предметам. Это осязание, да. Там это Махабхута, ветер или воздух, да. Это шани, да. Но у меня есть внутренние ощущения. Когда внутри меня ползет страх, когда внутри меня происходят некоторые движения, внутри меня что-то движется, и там есть движение. Я это осязательно могу ощущать. Это внутреннее осязательное ощущение. Но я бы не стал тут сейчас долго разделять, что нужно внутреннему доверять, а внешним нет. Вот. Если страх – это внутреннее осязательное ощущение, острое, царапающее, холодное, сжимающее, вот, оно есть, и игнорировать его будет ошибкой. И говорить: а нечего бояться, тут безопасно, тут полиция, или там я дома, что же может случиться. Страх, он приходит не зря. И как минимум нужно на него обратить внимание и учесть. Вот.
Поэтому то же самое у нас есть внутреннее зрение. Закрыв глаза или сидя в полностью темной комнате, мы будем видеть образы. Это внутреннее зрение. А открыв глаза, мы видим внешнее зрение. Также я могу почувствовать своим же языком вкус своего языка. Это внутренний вкус. То же самое есть внутренний слух, когда я слышу внутри себя звуки, и есть внешний слух. Поэтому ощущения есть и внутренние, и внешние. Органы восприятия работают и вовне, и внутрь. Вот. Но это отдельная философская тема. Я говорю о том, что я доверяю своему наставнику Махариши Патанджали, йога-сутрам Патанджали и своим ощущениям, и интеллект меня подводил чаще. И я вам предлагаю это попробовать. Но если вы настаиваете, что ощущениям доверять нельзя, вот, есть же много всяких притч, да, что человек увидел змею, а это оказалась веревка и наоборот. Я знаю эти притчи. Вот. Но нам нужно понимать диапазон действия этих примеров. Давайте, почему внешне не доверять? Если я трогаю, это твердое, это реально твердое. Трогаю, это холодное, это холодное. Если мне в комнате холодно, и не важно, какая температура. Просто мы немного как бы поспешили в контексте сравнения. Есть вещи объективные. Вот. Я увидел, это веревка или змея, это объективная интерпретация. Или, допустим, я вижу там что-то, а это рисунок, а не реальное изображение, это объективная интерпретация. Точно так же доверять ощущениям в контексте математики, химии, физики, там, бухгалтерии. В объективных сферах жизни мы не применяем ощущения. 2 умножить на 3 – это 6, это объективно, и там ощущения не нужны. Но в контексте вкуса, в контексте приятно-неприятно, там, ну, во всех субъективных ощущениях нравится или не нравится. Сначала мне этот человек нравится или нет, а потом интеллектом я объясняю почему. Но первое ощущение – субъективный опыт ощущений. Неприятно, холодно, там, мокро, липко. Я этого не хочу, темное что-то. Вот. Поэтому я сейчас говорю о сфере субъективного познания. Просто многие говорят, что грахи – это объективные явления, это планеты, и джотиш – это объективная наука, поэтому ощущения там нам не нужны. Вот. Я преподаю джотиш, обучаю так же, как я учился у своего наставника, и объективно я даю набор информации, и субъективно. Вот. Мы говорим, что грахи – это высшие, тонкие сущности сознания, эфирные, абстрактные, ну, как еще их назвать, сущности высших миров или сознания. И поэтому объективно мы их познать не можем. Точно так же, как опыт Бога. Мы проживаем как субъективные личные ощущения. Личный опыт Бога или грах, или чего-то такого. Еще какие вопросы, комментарии, возражения? Давайте поспорим. Тем более сегодня такой хороший день для споров. Я хотела про объективные науки добавить еще такую науку, хотя не знаю, может, это не наука, журналистика. И недавно я слушала одного журналиста, который давал очень интересное интервью, и в конце его спросила девушка, ну так, или он аналитик даже, не журналист, она спросила, ну сами вы как чувствуете, вот к чему все это развивается и идет? И он отвечает, а я не чувствую, я только калькулирую. Мне понравилась так эта формулировка, вот калькулирую, я как бы не использую это слово. Я поняла, что это действительно настоящий Будха, я уже грахи знаю немножечко, это действительно журналист. И вот он говорит, а я не чувствую. Было интересно. Да, но это в какой-то мере он логический, интеллектуальный, эрудит, журналист, он явный Будха. Есть редкие исключения, журналисты принципов. У них помимо информационного, как это сказать, обизданности, осведомленности, вот, они еще понимают принципы, по которым что-то происходит. И журналист говорит, что я субъективный журналист, все журналисты субъективные, и даже в информации, в СМИ не бывает объективности. Там субъективно, но нам это не понравится, и поэтому мы говорим, что только факты, без оценки, без субъективности, все объективно. Это не так. Вот. И поэтому отдельные журналисты, которые понимают принципы жизни, они настаивают на том, что даже журналистика не бывает объективной. Но это вопрос мировоззрения. Если вам нравится объективная журналистика, то можно и так считать ее, там, на пожаре сгорело 10 человек. Это же объективно. Или во время войны погибло там 10 тысяч. Это кажется объективным.
Хорошо, еще какие есть вопросы, комментарии, возражения, дополнения? Тогда зачем это нужно нам знать? Каждый раз, когда я что-то буду говорить о грахе, или пробуждать у вас опыт грахи, или мы будем познавать ее суть, понимать ее изначальный смысл и комментирующий это качество, мы должны всегда понимать, что мы сейчас получаем. Информацию, тогда это логическо-интеллектуальный информационный подход. Мы получаем сейчас опыт, тогда это иррациональный йогический метод познания грах. Либо сейчас мы поняли, осознали принцип, тогда это рациональный подход. Вот. И если мы понимаем различие этих трех способов как познания, так и передачи знаний и обучения, тогда каждый раз, когда мы будем чему-то обучаться, мы будем видеть, нам дают информацию или знания. Допустим, если вы обучаетесь маркетингу, и вам дают какой-то маркетинговый принцип, там, сделай воронку продаж, или там, наладь рекламу, рассылай сообщения там, вечер среды, вот, мы думаем, что мы получили знания. А потом мы спрашиваем этого преподавателя, ну а почему именно так? Он говорит, ну что ты морочишь мне голову, я тут гуру, я тут все знаю, я давно работаю, просто делай так, у тебя все получится. И тогда мы начинаем осознавать, что нам не дали знания, нам дали уже готовый рецепт, информацию, вот, и непонятно, на каком принципе это основано. И если мы не знаем принцип, то будут какие-то ситуации, когда этот рецепт не сработает. А почему у нас понимания не будет? Ну и в принципе есть много проявлений этих трех подходов. Вот детей учат с помощью пирамиды Блума, там кубика Блума, или как там называется это, ступени, иерархия Блума. То есть сначала мы запоминаем информацию, просто заучиваем стихотворение, потом нам доходит понимание смысла этого стихотворения, потом этот смысл мы учимся применять в жизни, потом анализируя, ну даже не анализируя, делая суждения из этого применения, мы получаем опыт применения. Вот, мы оцениваем свой опыт, и потом мы понимаем, на каком законе это основано, и можем это уже применять не для конкретной ситуации. То есть, видеть аналогии, подобия и глубоко работающий принцип. Ну и многие другие пирамидальные, как их назовем, иерархии знания, описанные как в объективных науках. Там, скажем, сначала у нас есть набор фактов, называется данные или data по-английски. Если мы их смогли упорядочить, тогда упорядоченные данные называются уже информацией. Вот. Если мы понимаем смысл этой информации, тогда это называется уже знанием, а долгая практика знания дает понимание. На английском это insight, то есть приходит рациональность и мудрость. Вот. И ну, 2-3 слова, чтобы это было понятно. Допустим, если мы изучаем сферу отношений, так называемую психологию, то на уровне информации нам дают готовые рецепты. То есть там депрессия, съешь торт или поменяй прическу. Там муж плохо себя ведет, там накажи его, устрой ему сцену или так далее. А почему, мы не знаем. Вот. Иррациональный подход – это когда женщина или мужчина своими внутренними восприятием, можно сказать, душой или чувствами, живой или дживой, чувствует, как правильно, какие происходят сейчас взаимодействия, какие идут процессы, на каких уровнях обмена опытом мы находимся, в каких мы статусах. И вот эти внутренние ощущения, как душа, джива или жива, подсказывают, в чем здесь причина отношений и как себя правильно вести. И в принципе раньше так же и было, то есть 200, а тем более 500 лет назад девушки никакие школы психологии не ходили, но им душа подсказывала, как себя вести, и иррационально они понимали законы взаимоотношений. Вот. Иррациональный подход – это узнать, какой же самый главный принцип отношений и какие 9 комментирующих его законов отношений из него вытекают. И узнав эти принципы в каждой ситуации, с каждым человеком, в каждом случае, мы понимаем, какой принцип сейчас применить. То же самое воспитание детей, информационный подход. Мы слушаем, как их назовем,
источники информации, они нам говорят, вот такие правила воспитания, вот такие методы воспитания, в таких ситуациях делайте вот это, вот, там, дают нам конкретные рецепты, не объясняя, почему это так. Вот. Иррационально, особенно это больше свойственно женщинам, они интуитивно понимают, где светлое воспитание, где темное, что ухудшает, что улучшает, что как бы дает временный эффект, но потом это как-то вылезет боком, чем-то обернется. И это как бы спонтанно правильное поведение. Природное, инстинктивное. То есть она полагается на инстинкты. А инстинкты – это то, что заложено родом. Кто-то говорит, что это в генах, кто-то говорит, что это в родовой памяти, но это инстинкты. То есть тот, кто воспитывает, и мужчина, и женщина, он уже живет как представитель рода. И в его родовой памяти, в опыте его предков, есть ситуации в жизни с детьми, со взрослым, воспитания. И инстинкты ему подсказывают, как это делать. Просто будучи невнимательным к инстинктам, к ощущениям, или игнорируя свое естество, не доверяя природному опыту, человек думает, может быть, я неправильно чувствую, и ищет либо информацию, либо принципы. И последний, третий принцип воспитания детей – это когда знать, какой же главный принцип воспитания детей. Что одно самое главное воспитание. Вот. И почему это так. И какие дополнительные закономерности или законы напитывания и развития ребенка из этого вытекают. И то же самое есть, кстати, в познании Бога. Вот очень уважаемый мной Шанкарачарья, или Ади Шанкара, сказал, что Бога можно познавать двумя способами. Как опыт, то есть просто его чувствовать, проживать, ощущать. Вот. Иногда это называют бхакти, и неправильно переводят, что это любовь. Но бхакти означает преданная верность, или верная преданность, которая вытекает из прямого опыта Бога. И при этом не нужно информация о Боге, то есть читать Писания, притчи, смотреть лекции, фильмы. И не нужно понимать принцип, почему это так. Но он же сказал, что Бога можно постигать не как опыт, то есть йогическим, внутренним, иррациональным путем, а можно познать существование Бога рационально. И это ничем не хуже. Да? Как это сделать? Как наш разум может понять существование Бога, осознать, что Он есть? Можно ли разумом понять, что Бог есть? И чтобы это было практично, точно так же мы поймем, что грахи есть. Говорите, рациональное познание – это без применения опыта. Мы видим природу, мироздание, Вселенную, она существует. То есть Брахма из чего создал Вселенную, и потом она умирает. То есть вроде бы как бы тоже из пустоты, но просто по мнению идеалистов, можно сказать, духовных людей, разумных, то есть тот, кто эту пустоту, одухотворил, сделал ее существующей и живой. И тогда возникло существование и житие. Самый оптимальный подход, он касается и, допустим, там принципа равенства единочалия или, как его назовем, идеалистического понимания сотворения или материалистического. Вы человеку говорите, вот ты доверяешь современной науке, что материя самозародилась и Творца нет? Он говорит, да, я доверяю. Говорит, хорошо, если будут возникать сомнения, или ты захочешь узнать альтернативную точку зрения, я тебе ее скажу. Но я даже тебе не буду сообщать, пока ты у меня ее не попросишь. То же самое касается других мировоззренческих принципов. Потому что проповедовать знания не нужно, его нужно свидетельствовать. Да, я знаю, если вам будет очень нужно, я вам скажу. И то не сразу, надо меня немного поуговаривать. Если вы сразу даете знания или принципы, то у людей возникают защитные реакции, и даже по тенденциям они бы, может быть, прослушали, они думают, что это им навязывают, как вот чувствуют рекламу, проповедование, начинают сразу отказываться. Поэтому, как это говорится, лучше не дать знания там, где просили, чем дать знания там, где не просили. Хорошо. Значит, я рад, что мы своим разумом можем
тоже понимать существование Творца. Для кого-то это Бог, для кого-то Аллах, для кого-то Даш Бог или Брахма или Шива. Вот. Но мы должны понимать, что есть абстрактная, вечная, нематериальная сила, которая все создала. И если, допустим, у вас есть другое понимание, очень противоположное, тогда трудно будет считать грахи нематериальными явлениями. То есть вот материалисты, это даже есть индийцы в Индии, пандиты, они говорят, что ну грахи это планеты, и у них есть вибрации, что там, лучи, они на нас светят, и вот это на нас планеты влияют материалистично. Как это у них это получается, я не знаю. Хорошо, какие есть еще вопросы, комментарии, возражения, дополнения? Да, самое главное я бы хотел вам напомнить. Вот, если вы поняли разницу между тремя способами познания и обучения, то когда вы обучаете детей, давайте им и опыт того, что изучаете, природы, там, животных, растений, насекомых, и принципы, по которым они живут. А информацию они возьмут из энциклопедии. Когда вы готовите еду, не записывайте качество еды, там, доши, рецепты, тем более никогда не меряйте еду на граммы, миллилитры, время приготовления. Еда – это субъективное явление, вкус – это субъективная сфера жизни. Поэтому изучайте принципы питания, пищеварения, еды и так далее. Вот. И тогда будет меньше ошибок и больше эффективности. И во всех субъективных сферах жизни информация чаще всего может подвести, а понимание принципов и реальный опыт избавит от ошибок, противоречий и заблуждений. Как я понял, больше вопросов не будет. Тогда переходим к следующей теме пункта. Принцип источника. По большому счету он, естественно, вытекает из того, что мы сказали об иррациональном познании источника существования. То есть, если что-то существует, оно не существует само по себе. Вот два ярких и важных примера. Если существует Вселенная, мироздание, космос, мир, да, то он сам себя создать не мог. Я не сам себя создал. Меня создали родители. Вот. И даже если, допустим, я считаю, что первичным импульсом или триггером были мои родители, то я могу потом ошибочно считать, ну, дальше я сам являюсь источником своего существования. То есть там либо мои деньги, как материальное существование, либо еда, которую я ем, воду, которую я пью, является источником моего существования, то это тоже будет заблуждение. Мне нужно понимать, что есть какая-то более высокая источник моего существования. А он уже требует от меня дышать, есть, пить и так далее. Вот. Это очень глубокое такое явление, но, скорее всего, его мы будем вынуждены назвать постулатом. То есть это некоторая аксиома, которую логически можно очень легко опровергнуть. То есть есть очень много и интеллектуальных доказательств существования Бога, и таких же логических опровержений. И поэтому на уровне логики, интеллекта, слов мы можем доказать и оба варианта. Точно так же человек может себя легко логически, практично и материалистично убедить, что он существует благодаря еде, там есть жиры, белки, углеводы, у нее идет метаболизм, вот, и все это объективно и научно. И можно приводить ему примеры, что там люди живут без еды, а кто-то ест и умирает. Аналогичная ситуация с умом или мозгом. Многие считают, что источник ума или разума, ума, рациональности, понимания находится в мозгу. Но есть очень много военных примеров, когда человек лишался мозга из-за какой-то травмы, ранения и жил без мозга. И при этом был таким же разумным и осознанным. И что-то другое странное, непонятное медикам, врачам происходило.
Ну и наоборот, люди с большим количеством мозга могут быть совершенно неразумны. Вот, поэтому это вопрос мировоззрения, мы сами решаем, мы идеалисты или материалисты. Вот, если мы материалисты, то жизнь – это форма существования белковых тел, они получают энергию из материальной объективной природы, в контексте человека это его материальная еда, и результатом переваривания еды является сознание человека как вторичный продукт. Если мы идеалисты, мы меняем и ставим лошадь перед телегой и говорим, что есть сознание, для кого-то это дух, для кого-то атма, для кого-то это Божья искра или божественное начало. И это является моей сутью и источником существования. И при этом идеалистичном подходе, можно красиво называть его духовным, то сознание создает восприятие, осознавая само себя. Восприятие одевается в оболочки в виде пространства, структуры, личности, телесности и объективности. И таким образом на источник в виде абсолютного нематериального сознания духа или атмы нанизываются более плотные оболочки. Ну, я не настаиваю на таком понимании, но через это понимание лучше исследуется и мироздание в целом, и более закономерно, эффективно и проще понимаются грахи как силы, которые в этом участвуют. И это самое главное. То есть Бог – это самое главное. Источник – это причина существования. Начало, как его еще по-другому назвать, первоначало. Это одно что-то главное. Это принцип на латыни или там архе по-гречески, то есть это что-то первичное, и оно всегда одно. Поэтому Бог всегда один. И главный принцип всегда должен быть один. Есть противоположные мнения, что все имеет одинаковое значение, должен баланс противоположностей быть, все одинаково важно, и жизнь, она прекрасна в своем многообразии, разнообразии, сбалансированности, когда нет ничего главного. Такой принцип тоже есть. Мы подробнее рассмотрим его два варианта, как принцип многоначалия и принцип децентрализации. Но какому следовать, это вопрос применения свободы воли. И если мы обращаемся к авторитетным книгам, то в Брихат-Парашара-Хурашастре в 3 и 48 главе написано, что все создано Творцом Брамой, грахи – это силы или принципы, которые всем управляют, и среди всех грах есть одна самая главная граха, как источник или начало, или творец всех остальных грах. Точно так же, если мы исследуем махабхуты, то есть стихии, первоэлементы, обычно считаются, что они все равнозначны, их рисуют даже там как-то по кругу, колесом. На самом деле они иерархичны и более легкие вверху, это эфир и под ним воздух, а более тяжелые внизу, это земля, на которой находится вода. И между ними есть иерархия. И есть движение там вверх, это от плотного к абстрактному, или вниз, это проявление, обвеществление, материализация и уплотнение. Вот, поэтому мы считаем жизнь не сбалансированной, а гармоничной. Поэтому есть целостность и единство, и принцип Бога, как одного высшего, родоначальника, он является выражением. А то, что он выражает, мы называем у себя в школе принципом иерархии, единачалия, или, если менее как бы социально говорить, принципом источника. То есть мы говорим, что у всего есть свой источник. Всегда есть одно что-то главное, что дает существование. Вот. И казалось бы, ну и что для людей, скажем, иерархии или централизации, это и так понятно. Но это огромный ключ, чтобы правильно как изучать грахи, интерпретировать карту рождения, так, чтобы жить.
Допустим, в контексте изучения грах мы всегда знаем, какая граха самая главная. В контексте интерпретации карты рождения мы всегда знаем, что же самое главное. Это принцип приоритетов. Ну, где-то их называют там весовыми коэффициентами в математике или там в физике, в информационных науках. Но все факторы, они неравнозначны. Вот. Есть факторы более влияющие, у них больше весовые коэффициенты, у них выше приоритет. Есть менее влияющие, есть факторы, которым вообще можно пренебречь. Вот. И всегда нужно расставить приоритеты. И всегда есть что-то одно, которое влияет больше всего. И вас человек, допустим, что спрашивает по карте рождения, есть много факторов, много критериев. Но пока вы не знаете вот этого приоритета, что же одно самое главное повлияло на ситуацию, привела к этому случаю, была причиной проблем, тогда не будет целостного, гармоничного, единого ответа. Точно так же, а что же делать? Немного чего, и это, и это, и это. А делайте одно что-то главное, а остальное к этому может быть дополнением, комментарием, выражением. Тогда мы не ошибаемся при интерпретации карты рождения, тогда мы в жизни всегда обращаем внимание на главное, наша жизнь становится гармоничной, целостной. Мы расставили не просто приоритеты, что вот у меня есть две вещи, вот у меня и работа, и семья одинаково важны. Это двойственность, дуализм, двайта. Это погубит, и в семье будет все плохо, и в работе. Вот. Поэтому, ну, как это на примере объяснить? Вот. Когда вы кого-то слушаете, вы всегда понимать должны, а кто здесь главный и кто говорит. И по тенденциям важнее слушать главного. И это не всегда совпадает как бы с формальными статусами. Есть компании, когда не директор главный. Тогда нужно понять, кто в этой компании главный, и слушать его. Вот. Или в семье. Может быть, там не глава семьи главный, а главная собака или какой-то из детей. Вот. Нужно слушать, что говорит главный. А когда мы знаем, кто является источником, главой в этой структуре, организации, семье, компании, нам должны понимать, а что же он главное сказал. И тогда все будет хорошо. Если мы уйдем в детали, в частности, проявления, комментарии, дополнения, это, как вот говорится, дьявол в мелочах. Мелочи нас уведут от сути. И по форме, по деталям, по мелочам будет все хорошо, а по сути все будет плохо. И если вы знакомы с великим мудрецом Риши Махариши Махеш-йоги, он это сказал, что вот все знание заключено в одном зерне. Это зерно знания. Это один главный принцип. Допустим, принцип света. Или принцип источника света. Свет идет из одного источника. Это начало. Свет идет из одного источника во множество во тьму. А тьма, наоборот, обступает со всех сторон и движется к центру. Вот. И поэтому принцип источника, иерархии, единоначалия, гармонии, целостности, он характеризуется светом как символом. Не материалистичным светом в виде там лазера, потока фотонов, или светом лампочки, или костра. Светом как принцип. Свет показывает, я иду из одного источника. Вот. И именно поэтому Джотиш или Джотиша названа наукой о свете, как наука о главном принципе. Принцип центра, источника, единоначалия, целостности, гармонии, иерархии и всего, что из этого вытекает. И если в нашей жизни есть много чего ценного, важного, хорошего, приятного, то мы несчастны. Женщины несчастны, мужчины не удовлетворены. Хотя много всего есть, всего по чуть-чуть. А если в нашей жизни есть одно что-то главное, тогда женщина счастлива, а мужчина удовлетворен. Это проявление этого принципа источника. И он же дает всему существование. То есть вот такая как бы многопроявленность его. Он дает целостность, гармонию, единство, он является источником, и он же дает существование. Ну и смысл существования, то есть смысл жизни, смысл бытия. Он символизируется иногда светом, иногда деревом. Вот у Махариши было дерево знаний, то есть из одного корня выросли все науки, все системы знаний.
есть такие прекрасные. Вот. Физики это знают. Есть одно поле, одна сила, которая делится на две силы, потом на 4, и возникает все мироздание. Вот. Если за демократию, равенство, многоначалие или децентрализацию тоже можно, я не против, но в грахах там нет равенства, демократии, как же назвать, многоначалия и децентрализации. Там целостность. Какие есть вопросы, возражения? Тогда у меня к вам вопросы. Вы же там не спите, вы меня внимательно слушаете, все понимаете. Тогда приведите примеры источника и того, чему он дает существование. Там, центра и чего-то не центра. Приведите пары. Начало и что вокруг него. Или центр, и чем он обозначен. Ага. Начальник и коллектив. Ну да, лучше сказать глава и, как их же правильно назвать? Ну, в идеальном случае помощники, а так, как их правильно назвать? Спутники, вот. Глава и спутники. В контексте какой-то организации, компании, это руководитель и сотрудники, работники, начальник и коллектив. Семя и мякоть плода. Ну, в принципе, да, вот семя – это очень тоже распространенный символ принципа, такие же, как свет или зерно, свет или дерево, зерно или семя. Вот. И семя обладает огромным знанием. Оно знает, как расти, там, когда пробиться, когда сбрасывать листья, когда цвести. Вот. А если в семя посмотреть, там практически ничего нет, оно или очень маленькое, или там вообще пустота. И вот эта вот пустота – это и есть источник существования. Ну, лучше, да, отец и семья, если это традиционная патриархальная семья, допустим, там, не знаю, грузинская или чеченская. Вот, современная семья, это не факт, что там есть глава вообще, это может быть равноправная, демократическая, и не факт, что это отец. Это может быть женщина, бабушка, иногда даже собака бывает главой семьи. Позвоночник и все тело. Ну, в принципе, да, если мы говорим не в контексте духа, сознания, разума, а именно позвоночник и тело. Центр и периферия, центр и окружение, источник и то, что он сотворил, его проявление, выражение и так далее. Да, Бог и души, ну, в принципе, да, Бог один, душ много. Душа и тело, если мы имеем в виду под душой атму, тогда да, потому что душа такое неоднозначное понятие. Душа как дух, да. Хотя можно сказать просто душа и тело как пара материальности и нематериальности. Ядро и суставной клетки, да, то же самое может быть везде, где есть это явный центр. Хорошо. Этот принцип источника хорошо комментируют грахи. Сначала одна граха создала свое окружение, вот, а потом это окружение себя повторяло, копировало, размножало. И это создалось множество вплоть до бесконечности. Эта бесконечность, которая возникла из источника, называется тьма, как еще по-другому сказать, множество или множественность или многообразие. Вот. Поэтому жизнь многообразна, потому что источник, многократно повторяясь, распространяясь, он создал это многообразие. Вот. Ну и в контексте, допустим, каких-то отношений, да, то есть если отношения статусные, то есть глава в отношениях ведущий, и есть спутники в этих отношениях ведомые. Если их двое, то один ведущий, другой ведомый. Хотя бывают равные, равноправные отношения по взаимной любви и так далее. Вот. Если мы говорим о каких-то проявлениях, то, допустим, есть носитель учения и какая-нибудь духовная, религиозная организация или школа, которая является воплощением этого учения. Это может быть либо учение абстрактное, идея, знание, либо носитель этого учения, наставник, учитель, патриарх, кто там, учитель и так далее. Вот, то же самое.
Да-да. Я, может быть, пропустила только что перечислялись примеры отношений. Ну вот, если это неравноправные отношения, тогда там по взаимной любви. И хотелось и добавить, и спросить в какой-то мере отношения равноправные по любви. Все равно же должна быть какая-то сила их объединяющая, пусть это та же любовь. Да, вокруг чего они Тоже. объединились. Да, это правильный То есть подход. все равно должно быть ядро вот Да, это. совершенно верно, да, это хорошо, что вы это понимаете. То есть если они равноправные, то их что-то объединило. И вот это что-то является центром семьи, но оба они не являются центром. Вокруг идеи, вокруг Кришны, вокруг Иисуса Христа или там археологии, спелеологии, что там может объединить людей. Желание поехать в Париж или одна и та же ипотека. Да, что-то их объединило вместе. Это является их центром. Согласен, да. Но это довольно такой неприятный и болезненный вопрос отношений, поэтому я не стал в него углубляться. Ну и, допустим, если есть какой-то бизнес, то есть либо идея, которая воплотилась в компанию, в ресурсы, в структуру, в продажи, как периферия или окружение этого бизнеса, либо носитель этой идеи, как конкретный человек, который эту идею знает, и он подбирает себе команду, может быть, сам действует, может быть, ресурсы, какое-то окружение. Вот. И центр или источник символизируется светом, как символом и частым проявлением, подтверждением, выражением этой структуры. А окружение символизируется множеством, многообразием или тьмой. Тьма – это древнее слово, которое подразумевает и то, куда идет свет, то, что впитывает, поглощает свет. И одновременно это означает множество, многообразие. Периферия множественная, окружение множественное по отношению к этой системе координат. То есть, допустим, я как гражданин страны и там, как его назовем, представитель социума, я явление множественное, потому что есть тот, кто мной управляет. Либо руководитель, либо президент, либо там король, раджа, царь, гетьман. Вот. А в какой-то другой структуре, в своей школе, я, допустим, там глава школы, или в своей семье я могу быть главой. Поэтому одно и то же явление в разных системах координат может быть периферией, множество людей, вот, либо центром, вокруг меня кто-то объединился. Поэтому, когда мы говорим центр-периферия, источник выражения, там, Солнце и спутники, мы должны знать, в какой системе координат мы это говорим. Можно вопрос еще один? Конечно, да, всегда задавайте вопросы. Вот если, например, организация, бывает же она на партнерских каких-то началах создана, допустим, два человека, которые изначально себя мнят равноправными, допустим, два партнера создают одну организацию, то как здесь этот принцип реализуется? Что их объединило? Ну, идея, да, допустим. Да, не обязательно идея, может быть желание заработать деньги. Например, да. Да, и тогда центром является желание заработать деньги. Они оба вокруг него крутятся, и оба работают на эту идею. Либо на деньги, либо на продукт, либо на услугу, либо на социальную ценность. И они под нее оба подстраиваются. И это, в принципе, бывает, но это шаткое равновесие. Вот, потому что чаще всего один говорит, ну, ради нашей идеи нужно вот это купить или это сделать. Говорит, нет, ради нашей идеи, там, продукта, товара или денег нужно вот это. И у них будет конфронтации, противоречия, споры, вплоть до расхождения. Поэтому либо они потеряют статус 50/50 партнерского бизнеса, либо разойдутся. И иногда это сразу происходит там, через полгода или через год, иногда это происходит позже. Но чтобы они долго были в этих отношениях, в этом взаимодействии в бизнесе, это бывает редко. Другие часто мне примеры приводят круглый стол, как там совет директоров. Вот, либо там есть тот, кто всем управляет, как вот инвестор, или какой-то из директоров главный, как серый кардинал или белый кардинал, и чье-то слово решающее. Либо они постоянно между собой ссорятся, ругаются, конфликтуют, и бизнес постепенно либо распадается, либо они расходятся, и остается кто-то один. Это не децентрализация, это попытка делить ответственность. Вот, Антон, этот пример, когда два партнера, кто отвечает за бизнес? Кто отвечает за дело и за компанию?
Ну, это, наверное, по какой-то взаимной договоренности. Делегируется кому-то эта ответственность. Когда делегируется, это вышестоящий делегирует нижестоящему, требует от него исполнения и отчета. Делегирование – это когда есть иерархия и статусы. А когда они равны, кто отвечает за успех общего дела? Сложно Никто сказать. не отвечает. Да, Да. никто. Ответственность не делится. То есть многие скажут, вот мы вместе воспитываем детей, мы вместе собираем деньги на квартиру или на Париж, мы оба за это отвечаем. Так не бывает. То есть, допустим, возьмем компанию. Если все хорошо, каждый будет говорить или как минимум думать, это благодаря мне, это я молодец. А тот, ну просто, так вот, 50 на 50, но я тут молодец. Когда все будет плохо, он же будет говорить, это вот он налажал, это из-за него все не так. Ко мне претензий нет, я молодец. Вот. То же самое, если это с детьми. Когда отец и мать воспитывают ребенка, и у них как бы обоюдная, в кавычках, ответственность, когда с ребенком все хорошо, каждый говорит, ну это мои гены, мой род, мое воспитание, мои принципы, и на себя брать все успехи. А когда будут с ребенком проблемы, не дай бог, он говорит, что ну это вот помнишь, ты что-то сделал. Вот. Почему? Потому что ответственность не делится. Ну и то же самое, когда в семье современные отношения равные, демократические, по взаимной любви. Когда все хорошо, каждый думает, ну это я молодец, а другой просто ко мне как бы присоединился и пользуется моими ресурсами, удачей, потенциалом. Вот. А когда все плохо в отношениях, оба будут обвинять друг друга. Поэтому если это структура в виде семьи, компании, бизнеса, дела, страны, духовной организации, вот, должен быть центр. Тогда это целостность, гармония и стабильность. Если центра нет, будут внутренние противоречия, и либо будет разделение, либо будет постепенно занепад. То есть коллапс. Можно, да, еще Да, ремарку? конечно. По поводу занепада. И вот я по Индии часто путешествовал и бывал в ашрамах, в которых лидеры духовные покинули тело, ну, как бы в самадхи умерли по-нашему. И обычно там, где преемник не был оставлен, там, где как бы демократия, все очень запущено. И так уже по инерции как бы движется. А там, где есть какой-то преемник официальный, там более-менее. Но все равно такого великолепия, вот как при живых этих лидерах, нет нигде. То есть как только они уходят с земного плана, вся эта организация начинает шататься так. Ну да, вы говорите реальность жизни, которую мы чаще всего не замечаем или не хотим замечать. Поэтому если я глава семьи, у меня есть дети, мне нужно иметь старшего, а может быть младшего сына, которому я скажу, ты будешь главный, когда я оставлю тело, и заранее его об этом предупреждать и всех остальных сыновей готовить, чтобы когда я оставил тело, не началась там дележка квартиры или ресурсов. То же самое, если я руководитель духовной организации, я готовлю преемника. Вот Махариши подготовил Тони Нейдера или Нейдера Раджарам. Вот, поэтому это правильное явление. И любой наставник, вот если у меня завод или компания, я готовлю себе преемника. Вот. И нужно сделать как можно раньше, потому что человек может оставить тело неожиданно. Вот. Ну и противоположные примеры, там, допустим, был какой-то бизнес, отец передал его детям, и сразу начинаются какие-то неясные ситуации, если этот человек не был готов быть преемником. Поэтому, если у вас что-то есть, это ценность, позаботьтесь как можно раньше о том, кому вы его передадите. И что мы при этом делаем? Мы просто помним о принципе источника. Главный принцип в мироздании, в жизни, в джотише и в грахах. Еще какие есть вопросы, комментарии, дополнения, возражения? Тогда у меня к вам вопрос. Но, допустим, облачное хранилище в интернете, там же равные серверы между собой обмениваются. Или рынок, да, вот западная капиталистическая экономика, на рынке компании как бы равны и конкурируют. Или более живой нам пример. Мы приходим в селе на базар, и там бабушки продают молоко. У них же нет там не только иерархии, даже централизации, там нет главной бабушки. И как это работает без источника? Бабушки ж не ссорятся между собой. Ну, там, видимо, общественный какой-то договор действует. Вот они между собой договорились, может, даже негласно о определенном этике поведения. Вот, идут так.
Да, совершенно верно. Вверху, там, где иерархия, это свет, источник света. Это небо в контексте там древней нашей традиции. Боги, небо, эфир, духи или что там, высшее. И там полная иерархия. Один главный бог и пантеон богов. Потом, опускаясь ниже, есть некоторая централизация. Это централизм. Ну, это есть и в организациях, и, там, и в партиях, и в структурах. Вот. Если мы берем наоборот в Земле, то Земля – это многоначалие, это материя и множество. И там нет централизации. То есть там то, что земное, материальное, оно многоначально. И они между собой либо как-то уживаются, ну, производя естественный отбор и поглощая, либо уступая место, либо договариваясь. Вот. И между этой централизацией многоначалие, внизу, в самой земле, во тьме, есть децентрализация. Вот. Вы правильно сказали, Антон, что есть как бы, ну, социальные установки, договоренности, либо оформленные в виде законов, либо как бы, ну, как называется, негласные соглашения. То тут мы вместе на рынке, 2 аптеки стоят, и никто друг другу там стекла не бьет, 2 хлебных магазина. Вот. Есть гласные и негласные соглашения. Иногда партнерские, иногда конкурирующие, и они между собой договариваются так, чтобы была в целом общая польза. И покупателям польза, мы конкурируем, и нам польза, мы оба зарабатываем, и нам польза в том, что мы не вступаем в конфронтацию, конфликт и так далее. То есть децентрализация это промежуточное состояние, вот, когда есть возможность взаимно выгодно договориться, и для нас нужны материальные ценности, не духовные, не высшие, не абстрактные, не вечные, а конкретные материальные. Мы будем практиковать опыт Грах иррациональный через свои ощущения, через свой опыт. И сегодня мы, возможно, конкретную Граху не будем исследовать, с ней знакомиться, чувствовать, но мы в целом сделаем некоторый опыт медитации, чтобы я показал, как я провожу эти практики. Хорошо. Тогда перерыв 5 индийских минут, это 10 наших. Встречаемся через 10 минут. Итак, сделаем практику. Можно назвать ее созерцанием или исследованием опыта ощущений, или медитацией, хотя медитация это и есть созерцание на латыни. И посмотрим, как наши ощущения, наш опыт, то, что мы чувствуем, может быть не только объектом исследования, но и источником знаний. Я, как обычно, закрою глаза, чтобы меня ничего не отвлекало. Если у вас есть такая возможность, вы тоже можете практиковать закрытыми глазами. Если такой возможности нет, то глаза можно не закрывать. И когда мы закрываем глаза, мы меньше отвлекаемся на внешний мир и лучше замечаем свои ощущения. Более того, мы начинаем понимать, что источники ощущений часто находятся вовне. Это объекты, предметы, явления, вещи, люди, которые дают мне ощущения, но сами ощущения находятся внутри. Нет ни одного ощущения вовне. Все мои ощущения внутри. И это опыт моей жизни. Мои ощущения, мой опыт составляют мою жизнь. Если у меня хорошие ощущения, то у меня хорошая жизнь.
И на это внешние объекты никак не могут повлиять. А если, к сожалению, у меня плохие ощущения, то у меня плохая жизнь. И внешние объекты никак не смогут этому помочь. Поэтому моя жизнь – это то, что я чувствую. Моя жизнь – это мои ощущения. И поскольку все ощущения внутри, то моя жизнь проходит внутри. Вовне не только не я, но и не моя жизнь. Там то, с чем я взаимодействую. Но я внутри. И опыт взаимодействия. Жизнь тоже внутри. И это дает мне понимание внешней реальности и внутренней реальности. Внешняя реальность – это объектная реальность предметов, явлений, вещей, событий. А внутренняя реальность – это реальность ощущений, проживаемого опыта, реальность процессов, взаимодействий. Более того, те ощущения, которые внутри меня, я могу различать и классифицировать. Внутри меня есть те ощущения, которые я чаще чувствую в груди. Это чувства, настроение, эмоциональные состояния. Есть те ощущения, которые я чувствую внизу, может быть, в тазу. Это уже не мысли, а желания, потребности. И есть те ощущения, которые я больше замечаю в голове. Мы их называем мысли. Таким образом, вертикальный диапазон ощущений – это от мыслей к чувствам, желаниям и потребностям. Но кроме этого я могу различать ощущения как более близкие и более далекие. Далекие внешние ощущения, они скорее чужие, не мои, не родные и близкие. А более внутренние ощущения, они ближе ко мне, они более мои. Они соответствуют мне. Они более близкие. И если двигаться дальше вглубь, то там еще более близкие ощущения, родные ощущения. И чем дальше я приближаюсь к своему центру, тем ощущения становятся более близкими, более родными, более светлыми. И двигаясь в центр к себе, к самому себе, к ощущению родного и близкого, я могу приближаться к самому глубокому ощущению, то есть к своему источнику, к самому себе, к своему «я», но чистому, высшему «я».
И на самом деле я сам там внутри. Там я настоящий, чистый и даже вечный. Ощущения родного и близкого, более светлого, ведут меня к центру, к своей глубине, к своему «я». И так я могу познать свою суть и источник своего существования, источник бытия или чистое бытие. И это мне показывает еще диапазон жизни, диапазон ощущений от далекого, внешнего, чужого, к более родному и близкому, вплоть до центра, до самого себя, до опыта своей сути, которая самая родная и близкая. Запомним опыт этих ощущений. Как диапазон жизни, диапазон опыта. И мы можем всегда вернуться к этому опыту, чтобы оценить свои ощущения, свое состояние, найти меру для оценки своей жизни, чтобы найти место для любого ощущения и для любого объекта, связанного с ощущением. И постепенно вернемся к обычному состоянию восприятия. Для этого обратим внимание на внешний мир, на окружающую реальность. Переведем наше внимание на объекты вокруг нас, на звуковые, осязательные и другие ощущения от них. И тогда плавно и медленно откроем глаза. Какие есть вопросы, комментарии? Все понятно с практикой, с опытом ощущений. Ясно, что мы почувствовали и как это применять. Вот под вашу диктовку понятно все, а самостоятельно как это делать? Но это зависит больше от цели. Если исследуем грахи, то я даю ключевые слова. Это мантры, но не на санскрите, а суть, смысл каждой грахи. И они есть и в древних писаниях, и их можно получить у наставника, я их получал у своего учителя. Или то, что вы исследуете, вы это пробуждаете в своем опыте. Сейчас была задача посмотреть внутрь, увидеть там ощущения, понять их разницу, различать их и знать, что наша жизнь происходит внутри, и важно то, какой опыт я получаю, какие у меня ощущения, потому что это и есть моя жизнь. Я просто в контексте таком спросил, ну вот я тоже, вот я уже рассказал, что в Индии бывал часто, и там, когда какой-то мастер дает вот, ну, какую-то мантру или медитацию, то если он ее сам практикует, она как будто реализованная, и она такая настоящая. Вот. Чувствуется, что она у вас такая как прожитая, поэтому она не механическая, как бы легко туда попасть внутрь и почувствовать. А для тех, кто еще не наработал вот этого состояния. Ну, это просто. Вот я закрываю глаза и хочу посмотреть, а какие у меня есть потребности. Это уровень врищика или таза. Может, мне нужно в туалет, а может быть поесть, и может мне холодно или тепло. И этот уровень отзовется и скажет, у тебя есть такая потребность. Или пока все нормально, я тебя не отвлекаю. Потом, какие у меня есть желания? Это в районе живота. Я хочу поесть, попить, отдохнуть, насладиться. И просто задавая себе вопросы, не логические, не интеллектуальные,
а вот на уровне ощущений. А что там внутри происходит? Что там движется? Вот. И поэтому просто внимание пробуждает ощущения. Это вот, это немного банальная фраза. То, на что мы обращаем внимание, то мы и пробуждаем. Если обращаем внимание на внутренние ощущения, они, кажутся менее заметными, были до этого, станут более заметными. И внимание их осветит, подсветит, будет подсвечивать. И они скажут: о, нас заметили, и начнут о себе что-то сообщать. Поэтому просто обращаем внимание. С чувствами еще проще. В груди какое у меня настроение, в каком я эмоциональном состоянии, какие у меня есть чувства сейчас. И неважно, к какому объекту. И я почувствую, что да, у меня есть настроение, а я этого не замечал, какое у меня настроение. Просто обрати внимание, я его начну ощущать. Ну, а с мыслями совсем просто. Их трудно не замечать. Многие даже с ними борются, пытаются их остановить. Вот. Не заметить мысли сложно. Мы просто замечать ощущения, те, которые вверху в голове, и считаем ощущениями мысли в голове. Но мысли могут быть одного рода, одних качеств вокруг одного объекта, а настроение может быть совсем другого рода в груди, как психическое, эмоциональное или, как это назовем, чувственное состояние. Состояние души – это одно, а состояние разума – это другое. Я хотела сказать, что, во-первых, есть комментарий в чате, а во-вторых, добавить свой, если можно, комментарий по поводу обращать внимание на ощущения и к ним возвращаться. Точно так же работать в противоположную сторону. Опять же, у меня из жизни опыт с детьми, и когда ребенок уставший в дороге, и он уже очень плохо себя чувствует, но нужно его каким-то образом довести, чтобы он не расплакался, то выводишь его из ощущений в интеллект, начинаешь с ним решать логические задачи, загадки, и он уже забывает, что он там где-то ему тошнило, где-то еще что-то. Вот, то есть вывести из ощущения тоже можно в логику. Ну да, допустим, мужчины себя выводят из ощущения телесности во время секса, начиная думать какие-то математические задачи и забывают о том, что не занимаются сексом. Или, допустим, кто-то может есть, и мы можем начать ему рассказывать какую-то логическую или интересную вещь, и он будет забывать о том, что он ест, и может съесть не то количество или вообще не прочувствовать вкус и качество еды. И потом, если его спросить, а сколько чего ты съел, он вообще не помнит. Да. То есть, вводя в голову, в мышление, в мысли, в понимание, вот, мы уводим свое внимание из области груди, где чувства, и из области живота и таза, где желания и потребности. И психологи этим пользуются, и те люди, которые знают этот вертикальный диапазон ощущений. Вот. Но важнее не вертикальный диапазон ощущений, а центрально-периферический. Вот. Мы легко можем познакомиться с мышлением, чувствами и внизу желаниями и потребностями, и это быстро осваивается. А вот этот диапазон близкое и внешнее, родное и чужое, светлое и темное, он менее освоен нами. И для него даже не всегда подбираются нужные слова. Вот. И поэтому правильно мне напомнила Тамара, что есть вопрос в чате. На уровне ума трудно понять, что такое близкие или далекие ощущения. Но вот мое, не мое, по мне, не по мне. В русском языке или в других славянских языках, как вот родное и близкое, нет других слов. И на уровне ума, если имеется в виду интеллект, да, действительно, он начинает сравнивать интеллектуально. Но если мои родственники, наверное, мое. Хотя бывает близкий родственник, очень неприятный чужой человек. Ну, моей нации, народа, этноса, национальности, наверное, что-то мое. Хотя какой-нибудь человек из другой страны может быть очень близким, а какой-то, как его назовем, гражданин или земляк может быть очень неприятным. Поэтому на уровне ума как интеллекта, то есть будхи, логики, это невозможно понять. Потому что интеллект скажет, ну, должно быть твоим, вот, а оно не твое. Поэтому это нужно делать не логически, а работая с этим принципом, который я показал. То есть центр и периферия. Внутри меня истинный я, и приближаясь к нему, я чувствую, я двигаюсь к себе. Там мое самое что-то родное и близкое.
кто-то называет это душой, но на самом деле это дух или атма, или божественное начало, Божья искра, или хотя бы индивидуальное сознание. А вовне множество, тьма, периферия, вот, и это такой некоторый диапазон жизни, с которым мы познакомимся на втором занятии, вот, там попадаются что-то родное и близкое, как отдельные вкрапления, но чем дальше от меня, тем это более далекое и по тенденциям более чужое, и иногда более опасное. Вот, поэтому понимать умом это трудно, но если это имеется в виду воспринимающий ум, то есть чувствующий манас, тогда он может это сделать. Но он не понимает, он просто констатирует. Вот это платье мое, как по мне, родное и близкое. А эта одежда не моя, как для кого-то другого, не родная и близкая. И логического объяснения нет. А воспринимающий говорит, ну я так чувствую, что это мое, и мне этого достаточно. Еще какие вопросы, комментарии? Да, это соответствует как бы в какой-то мере опыту грах, и мы тоже будем применять эту практику, чтобы понять, что есть грахи, как их назовем, высшие, тонкие, абстрактные и одновременно не самые близкие. Как вот мое сознание, мое восприятие – это что-то тонкое, но одновременно самое мое, потому что только у меня такое мое сознание и только у меня такое мое восприятие. Есть крайние далекие грахи, их называют темными или, ну, как сказать, разрушающими гармонию. Иногда их даже демоническими называют, это не совсем правильно. Они далекие, чужие, опасные, но интересные. Вот. И они, наоборот, меня ведут вовне из этой целостности. Они точно не мои, точно не родные, но привлекательные или опасные. И между ними 5 грах. Они соответствуют и 5 органам восприятия, и 5 махабхутам, первоэлементам или стихиям. И они плавно показывают диапазон от чего-то очень моего до чего-то очень не моего, как бы вот в таких вот концентрических оболочках. Я, близкое ко мне, почти я, немного дальше от меня, и моя крайняя оболочка. Это там моя форма, моя объективность, моя кожа, моя коммуникация, обмен. Это граница между я и не я. Вот. Это тоже диапазон грах. Возможно, вот такая иллюстрация со второго дня. Пока я ищу, какие еще есть вопросы по практике. Его осваиваем, различаем поверхностно, наружу, вовнутрь, светлое, темное, близкое, далекое. Потом мы более тонкие различия ищем и находим там 5 диапазонов ощущений. Вопросов больше нет, идем дальше. Я не просто из любопытства спрашиваю. Когда мы будем практиковать грахи, я буду говорить ключевые слова. И практика ощущений, то есть медитация или созерцание, нам будет давать опыт грах. Если вы почувствуете, я буду каждого спрашивать, что вы почувствовали, чтобы перепроверить, что мы не ушли куда-то не туда, не заблудились, ничего не исказилось. Поэтому я буду после каждой практики медитации, созерцания, мы будем описывать свой опыт. Но когда делаешь сам, и человек является одновременно и источником объекта созерцания, он вызывает мантру, повторяет слово, вызывает объект, и тем, кто за ним наблюдает. Когда вам дают источник медитации извне, какие-то внешние явления, природные явления, или учитель говорит слова, то вам проще, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы этот объект пробуждать и удерживать внимание. Поэтому даже если будет делать не я, а, допустим, какой-то другой мой коллега, помощник или единомышленник, вам будет легче, потому что вы просто расслабляетесь и получаете удовольствие. Это как бы вы просто смотрите спектакль, ну, спектакль, скажем, да, действуя на сцене. А когда вы медитируете сами, без меня или без другого источника медитации, то вы и показываете спектакль, и смотрите. Поэтому проще, когда это делает для вас кто-то другой. Ум немного мешал. Но ум нам нужно отличать. Есть воспринимающий ум, это манас. Есть логический ум, это интеллект или будхи. И есть разумный ум, он же мудрость или рациональный, это тхи. И мешает, скорее всего, интеллект.
Но мы просто относимся к интеллекту как к ребенку. Вот вы пишете статью или там редактируете видео, пишете программу, и ребенок подходит и что-то говорит, там, хочу кушать, дай телефон. Вот. Если вы будете ему говорить, отстань, не мешай, я занята, это не очень поможет, и вы еще отвлекаетесь, и он видит, что вы на это реагируете. Вот. С будхой нужно вести себя как вот с журналистом или с ребенком. Интеллект мешает, если этот ум имеется в виду, и вы просто как бы игнорируете то, что он вам говорит. И чем больше вы его игнорируете, не обращая на него внимания, тем он меньше вас беспокоит. И тогда вы просто учитываете, ну сейчас что-то интеллект сказал, была какая-то мысль именно логически интеллектуальная, от будхи. Я вспомнил, что я кому-то не позвонил, я там не написал отчет. Интеллект напоминает. Мы могли бы сказать, вот спасибо, что напомнил, действительно, но сейчас это не актуально, не вовремя. Вот, и поэтому мы просто оставляем, меньше внимания этому уделяем, это будет меньше мешать. Ну и сейчас не было конкретной графики, конкретной силы. Мы как бы гуляли по диапазону. Абстрактные ощущения – это мысли, и более плотные ощущения, желания, потребности, как их назовем, разумные ощущения и плотно-телесно-физические. И другой диапазон. Ко мне, от меня, внутрь, наружу, близко, далеко. Вот. И нет конкретной графики, поэтому это было немного не систематично. Но мы познакомились со своим внутренним миром. Вот во многих фильмах говорят, там у человека, как это красиво звучит, большой или огромный внутренний мир. Или, допустим, там парень приглашает девушку, приходите ко мне в гости, я вас познакомлю со своим внутренним миром. А с чем он познакомит? Ну вот с этими ощущениями два диапазона или две системы координат, которых мы сейчас исследуем. Идем дальше? Нет вопросов? Тогда следующий пункт нашего сегодняшнего занятия – напомнить о том, что наша жизнь – это ощущения. Есть тот, кто эти ощущения осознает. Это я или сознание, я познающий, я как риши, я как субъект. Есть сами эти ощущения, они находятся внутри, и их совокупность называется жизнью. И какие у меня ощущения, такая у меня жизнь. И есть внешние источники ощущений. Как вот мы сегодня говорили, есть внутреннее зрение и внешнее зрение. В темноте или закрытыми глазами я все равно могу видеть образы, картинки. А могу смотреть на что-то внешнее. Вот. Если мы не говорим о внутренних ощущениях, а говорим о тех опыте, то, что мы проживаем вследствие взаимодействия с внешними объектами, тогда получается, что есть внешний мир. Вот. Иногда я сам подбираю себе объекты, чтобы что-то почувствовать. Я покупаю шоколад, чтобы получить хорошее настроение. Я себе подобрал объект, чтобы у меня возникло ощущение. Но не факт, что это сработает. Иногда ощущения, объекты приходят ко мне без моей воли, желания. То есть кто-то позвонил в дверь, кто-то мне написал письмо, кто-то ко мне пристал, или кто-то что-то от меня хочет, ко мне приходит. Это объекты, которые помимо моей воли ко мне приходят. И их, наверное, больше в моей жизни. И вызывают мне какие-то ощущения. И при этом нужно всегда разделять, что есть три пространства, три плана бытия, если мы делим именно на три. Не на 5, не на 7, не на 9, а на 3. Есть внешний план бытия, то есть внешний мир, проявленная реальность. Там объекты, она объектная. На санскрите это чандас. Есть внутренняя реальность. Это где я что-то чувствую, где происходят процессы моей в жизни, где у меня есть мысли, чувства, желания, потребности и какие-то определенные ощущения, настроения, эмоции и так далее. Вот. И есть тот, кто это все осознает.
Вот. И тот, кто это осознает, он понимает, что все это есть. Поэтому это высшая реальность понимания или осознания. То есть, когда я субъект, сознание, осознающий, риши, понимающий, это что-то высшее и самое глубокое. В контексте вертикальной иерархии это вверху. Вот. Теперь, что я познаю? Внешний мир, взаимодействую с объектами познания. Это внешняя объектная реальность. И в результате взаимодействия меня высшего, как сознания понимающего субъекта, с внешними объектами возникают какие-то ощущения, опыт жизни. И этот опыт внутри. Вот, поэтому человек живет в действительности бытия. И действительность, она действительная, то есть она реально существует. И там он производит какие-то действия, чтобы субъект связывался с объектами, чтобы он познавал мироздание через эти действия, чтобы он оказывал благотворное влияние, что-то создавал, творил, а кто-то, может быть, разрушал. Это действие. Вот эта вот действительность действий, процессов жизни, она всегда имеет три составляющие. Кто это действует, осознает, познает, понимает? Субъект или риша на санскрите? С чем он взаимодействует, чтобы получать опыт? Это объект или чандас. И какие при этом происходят процессы? На санскрите девата, как процессы восприятия, процессы познания или процессы действий. Вот. И в целом эти все реальности из жизни человека, но иногда мы внимательны к тому, что мы понимаем, осознаем, иногда мы внимательны к сфере мышления, например, во время медитации, в состоянии понимания, озарения, осяяния, инсайта. Иногда мы внимательны к своим чувствам и ощущениям. Тогда мы больше, у нас преобладает внутренняя реальность, опыт ощущений, опыт процессов, взаимодействий, отношений, можно сказать. Иногда мы внимательны к внешним объектам. Ну и понятно, что по тенденциям современной жизни люди чаще всего находятся вовне. То есть они внимательны к объектам, к информации, к каким-то взаимодействиям, предметам. Вот. Но при этом остальные две реальности просто как бы уходят на второй план, менее заметны, но они никуда не деваются. И высшей реальности – это реальность понимания и осознания. Там нам важно, ну, как сказать, осознание и понимание чего-то, можно назвать это знанием, и следствие из этого как то, что нужно достичь, как вот что нужно выразить или к чему нужно двигаться. Или это цели. А во внутренней реальности, если мы делим ее на два, то мы ощущаем что-то, то, что соответствует, ну, скажем, организованности. На уровне внутренних ощущений есть упорядоченные ощущения и неупорядоченные. Те, которые спонтанные, ближе к желаниям, или те, которые следуют из установленного порядка и правил. И верхние ощущения позволяют мне быть систематичным, организованным, как сказать, ну, порядочным, организованным. А нижние желания позволяют мне отдохнуть и расслабиться. И внешние объекты, они могут быть более высокими. Это сфера ценностей, как социально-общественных, так и, скажем, там профессиональные. И есть те внешние объекты, которые просто должны быть использованы как ресурсы для потребления. И если мы дальше эти три реальности разделим еще на следующий уровень, то будет на следующее деление на 2, то уже будет не 6 выражений трех реальностей, а 12, которые соответствуют 12 раши и 12 бхавам. Но в контексте граха это нам не очень важно, это мы будем более подробно изучать в курсах раши и бхавы. Но тут важно деление этого диапазона жизни на 3. То есть, если мы говорим простым языком с простым человеком, диапазон жизни – это мысли в голове, чувства груди и ощущения в тазу. При этом мысли важны мне как субъекту, то есть тому, кто хочет что-то понимать и осознавать. Чувства в груди мне важны для отношений.
То есть внутренняя реальность – это реальность отношений и взаимодействий. И понятно, что там душа чувствует других людей, там есть что-то родное и близкое в контексте людей, и мне важны отношения. А в тазу это уже взаимодействие с внешней реальностью, желание – это внешние объекты, которые позволяют мне, ну, как сказать, удовлетвориться чем-то и исполнить мое желание, получить приятный опыт. Либо в самом тазу это потребность, это то, что мне нужно, и это не вопрос желания, нежелания. Надо дышать, надо есть, надо пить. Есть другие физические или, скажем, внешние потребности. Вот. И в контексте грах мы должны каждую граху поставить на свое место, найти ее ценность и знать, какие грахи помогают нам получать, достигать целей и реализовываться в высшей реальности, какие грахи нам позволяют реализовываться во внутренней реальности и какие грахи нам позволяют получать нужный усиливающий опыт во внешней реальности в виде объектов или источников ощущений. Есть некоторые индивидуальные особенности, допустим, есть отдельные люди, которым опыт в груди не знаком. Они говорят, я вообще ничего не чувствую, у меня нет эмоций, вот, я не эмоциональный человек. А кто-то говорит, ну, мне область 8-го уровня, 8-го раши, врищика не знакома. То есть у меня нет ощущения, что мне нужно какие-то потребности удовлетворять. То есть дышу я автоматически, ем ради удовольствия, ощущения там выживания, продолжения рода в тазу у меня никак не пробуждены. И человек как бы, в некотором смысле с этой сферой жизни не очень знаком. Она его не беспокоит, и, как бы, друг о друге забыли. Меня потребности не беспокоят, я на них не обращаю внимания. И мы друг друга не трогаем, так и живем. Но это исключение. Вот. Особенно в критических ситуациях, там, голод, страх, опасность, нападение, выживание, что-то такое, таз пробуждается и говорит, что надо что-то делать, иначе мы не выживем. И это потребность, чтобы жить. Вот. Ну и, в принципе, сексуальные инстинкты, как вот у мужчины и женщины желание иметь детей, это та же самая потребность продолжить род, но не в духовном родовом смысле, а именно в физическом. То есть плодиться и размножаться. Но мы же игнорируем свои, как сказать, инстинкты. Мы можем же подчинить себе инстинкт самосохранения. И какой-нибудь, как его называют, самурай может сам себя убить ножом. Да? Инстинкт же в тазу. Должен сказать ему, не убивай себя, это же нарушение принципа жизни. Где же твое самосохранение? А у него настолько сильный разум, он берет себя и убивает. Поэтому подчинить можно себе и инстинкты, и потребности. Можно себя заморить голодом. Люди же объявляли голодовки в тюрьме. И своим силой разума подавляли потребность таза, чтобы выжить. И постепенно в тюрьме умирали. Точно так же этим же, как его назовем, влиянием верхних уровней, в основном это из головы идет, можно убрать внимание с других частей тела и ничего там не замечать. Либо есть тенденции изначальные, особенно врожденной природы человека, либо она может быть, как вот фенотип, не то что воспитана, накопиться, сформироваться в течение жизни. Хорошо. От реальности чаще приходят такие мысли, можно ли находиться, как мы в них находимся одновременно, по очереди, меняемся, в общем, вот на практике. Ну да, если по вертикальности ощущений мы можем находиться только на одном уровне, быть захваченными мыслями, быть захваченными чувствами, быть захваченным желанием, быть захваченным ресурсами или объектами, и там можно практически отдаться одному вертикальному уровню. Если в контексте внутреннего и внешнего, то если я в сознании, то есть хоть как-то высшая реальность сознания работает, потому что я в сознании. Может быть, я не замечаю то, что я существую, но тем не менее я существую, и это дает мне возможность что-то осознавать.
И это есть всегда. Кроме того, всегда есть какие-то ощущения, просто я могу их игнорировать. Но они есть. Просто они как бы там безмолвно подают знаки, что-то тихо шепчут, это игнорируют. Точно так же, даже если я ухожу из объектной реальности во внутреннюю, объекты никуда не деваются, и при малейшем внимании к объектам я тоже вижу, ага, есть внешний мир, даже если я там в темной комнате, глаз закрыто, каким-то образом всегда можно получить опыт объектной реальности. Поэтому вот эти вот три периферическо-центральных реальностей, они есть всегда. Но вследствие, как это сказать, ну не захваченности, а преобладающего внимания человека на фоне всех трех реальностей, он больше сконцентрирован на какой-то одной. Если он что-то осознает, думает, понимает, то все три присутствуют, но он больше выше. Если он внимателен к своим ощущениям, к опыту жизни, во всем этом диапазоне от мыслей к потребностям, он больше находится в внутренней реальности, а остальные никуда не деваются. И если он как бы вылился во мне и там пишет программу или что-то там мастерит, строит или ломает, вот, он больше сконцентрирован на объекте, с которым он взаимодействует. Но при этом остается некоторое его сознание, он же сознание не теряет, некоторые ощущения, которые комментируют как фон то, что происходит. И есть еще четвертая реальность, иллюзорная, как ее назвать. Это когда человек уходит в мечты, в небытие, находится в неадекватно измененном состоянии сознания. Вот, тогда это как бы четвертая иллюзорная реальность. Допустим, если он о чем-то замечтался, он потерял сознание, он ничего не чувствует, и он не взаимодействует с объектами. Или он использует какие-то препараты, может быть наркотики, а может быть что-то еще. Вот поэтому, если человек находится в негативном смысле, в измененном состоянии сознания, то он может попасть в четвертую реальность. И она и хорошая, и плохая. Допустим, какие-нибудь великие писатели, поэты, музыканты, особенно писатели-фантасты, получали оттуда интересные ощущения, которые потом воплощали в свои произведения, в творчество, в музыку, в стихи, произведения, в фантастику и так далее. Поэтому в нее можно заходить осознанно, получить там интересные ощущения, опыт, и потом это записать, и получится какое-то хорошее произведение. Вот. Но помимо этой как бы пользы, в ней есть много опасностей, ей много можно увлечься, и тогда уже жить в мечтах, в иллюзиях и так далее. И в наше время, раньше это было, допустим, там необходимость почитать какое-то произведение, и не обязательно фантастическое, мы читаем какое-нибудь там произведение, ну, Гоголя, да, вот книгу, и ушли в ту реальность, которую написал на сайте. Но сейчас этой реальности стало много, потому что виртуальные сети, компьютеры, интернет, особенно игры компьютерные уводят легко в эту виртуальную реальность, когда человек ничего не осознает, он ничего не чувствует, не замечает ощущений, которые там безмолвно присутствуют, и при этом он не взаимодействует с объектами, кроме вот этого одного единого объекта, который это ему виртуальную иллюзию создал. И если вы знаете, как дети там, ну, с самого маленького возраста, нескольких лет легко поглощаются этими гаджетами в виде телефонов, планшетов, компьютеров, вы понимаете, о чем я говорю. И в контексте граф мы должны понимать, что есть еще отдельные две грахи. Понятно, что это Раху и Кету, в основном Раху. Ну, Раху, да. Почти всегда это делает Раху, он нам создает виртуальную реальность, и мы должны это различать. Но в контексте познания мы постараемся грахи не визуализировать, о них не мечтать, не представлять. Вот. Мы будем получать опыт грах в трех реальностях. Если мы получаем опыт грах во внешней реальности, то мы получаем о них информацию. Я тоже буду ее давать, но в минимальном объеме. Если я буду пробуждать ваше внимание ко внутренней реальности, тогда мы будем призывать граху, взывать к ней, обращаться к ней,
повторять ее имена или какие-то эпитеты, она будет оживляться в окружении, происходить, и то, что мы чувствуем внутри, иногда будет мысли, иногда будет чувство, иногда ощущение, это будет опыт этой грани. И находясь выше реальности, в реальности понимания, осознания, мы будем искать принцип каждой грахи. Каждая граха соответствует одному принципу, и есть 9 главных принципов. И если говорить как бы менее научным языком, то у каждой грахи есть свой смысл. Один главный смысл. Одна главная суть. Хорошо. Очень простое слово, допустим, ответственность, понимается в разных смыслах. И чтобы мы с вами говорили на одном языке, вы можете дать определение личности? Что такое личность? Чтобы я понимал, что какой контекст вы в это вкладываете, какой смысл. Хорошо, в нашей школе подразумевается как личность. Личность – это от слов лик, личина, образ, выражение. Это индивидуальное представление. Допустим, я человек. У меня есть тело, личность, разум, душа. И что такое моя личность? Это моя индивидуальность. Это моя особенность, уникальность. Чем я отличаюсь от других личностей? Ну и понятно, что за это отвечает граха Мангала, как сила, выделяющая одно из множеств. Вот. Но, будучи целостным человеком, я личность, да. А я только личность? Нет. Я и дух, то есть атма, и душа, то есть джива или манас. Я и разум, мудрость, это дхи. Я и внимание, познание. Я и личность, я и тело, и я еще имею объективную составляющую. Будхи или интеллект. Вот. И если во мне, в человеке, есть как минимум 7 вот этих вот я, от глубокого духа атмана, в сути сознания, до внешнего проявленного интеллекта, который с ним взаимодействует, то у высших сил, таких как и Бог, и грахи, есть как минимум эти составляющие части, а еще может быть что-то, о чем я не знаю. Поэтому Бог обладает личностью, да, но Бог это только личность? Нет, он еще дух, эфирная сущность, он уже еще и душа, и, возможно, он воплощен какое-то тело, но я не знаю. Поэтому есть у грах личность? Есть. Есть у Бога личность? Есть. Это все, что у них есть. С точки зрения вот этого вот как бы нашего подхода и традиции, у них есть не только личности. Поэтому, если я как личность призываю личность, граха, может быть, и не придет. Точно так же, если обращаюсь к Богу, как личность к личности, как человек к человеку, он скажет, ну я не человек, и он может не прийти. Но если я как нижестоящее существо, человек, обращаюсь к вышестоящему сущности, духу, Богу, грахе, девате, вот, и правильно это делаю, то он как минимум обратит на меня свое внимание. Если я это делаю достойно, чисто, честно, адекватно, то почему бы ему не прийти? Но то, что они придут, я не гарантирую. Понятно? Поэтому мы будем к ним обращаться. Ну, это вот, может быть, не совсем адекватная аналогия, но вот шаман бьет в бубен, чтобы пришел дождь. Он обращается к духам природы. Помогает? Ну, по тенденциям, да. Бывают исключения, что дождь не идет? Ну, бывают. Поэтому в целом технология рабочая. Обращение к духам, так и светлым в виде богов, божеств, грах или деват, так и к темным, природным в виде дождя, ветра, оно работает. Но кто-то гарантирует, что это будет? Нет. Поэтому мы обращаемся, мы просим и получаем то, что заслуживаем. Тогда что у нас осталось? 2 начала. Когда я говорю, что есть 2 начала, ну, вроде мы все понимаем это одинаково. То есть 2 первичных принципа. Это не закономерности, это глубже, чем законы. Это 2 первичных принципа. Надчеловеческие начала. То есть люди делятся на 2 пола, и это не случайно, и пола не 3, а именно 2. Хотя бывают исключения, там бывают гермафродиты и так далее. Кроме того, эти 2 начала есть во всем мироздании, и они не только связаны с людьми.
они связаны с фундаментальными, как же их назвать, явлениями, которые создают разницу потенциала, чтобы жизнь была. Если есть только одна тьма, то жизни нет. Это отсутствие существования. Если есть только один свет, это чистое бытие, и есть чистое бытие существования, но не жизни, потому что есть существование, которое ни во что не воплощено, не одето, не материализовано. Вот. Поэтому, чтобы была жизнь, нужна разница потенциалов. И между ними возникает жизнь. И говорят, там жизнь – это движение, изменение, трансформация, развитие, эволюция. Вот эта разница потенциалов создает жизнь. Поэтому высшие силы, скажем, Бог, Творец, там даже Бог или Брахма, или Шива, создавая жизнь, он создал разницу потенциалов, и жизнь зародилась. Если эта разница потенциала уменьшается, то в жизни будет меньше трансформаций, изменений, движения, и жизнь как бы угасает. Ну, мы знаем в жизни много примеров. То есть там болото – это где мало разницы потенциалов, и там как бы такое угасание, и все затягивает. Там спокойная река, она чаще всего мутная, а горная быстротекущая река, она чистая, прозрачная, из нее даже можно пить. Поэтому чем больше разниц потенциалов, тем больше движения и больше жизни. Точно так же, если там между мужчиной и женщиной уменьшать разницу потенциалов, мужчины будут женоподобные, женщины будут мужественные, и вообще им трудно будет соединяться. Но к чему это здесь в контексте Джотиша и Грах? Есть разность потенциалов в самом глубоком понимании. И это называется мужское и женское начало. Может быть, какие-то другие слова, если вы мне подскажете, скажите. Вот, мы их искали и не нашли. Но мужское начало, кто-то представляет какого-то мужчину и какие-то мужские качества, чаще всего огненные, личностные. Говорят, ну так это мужчина. Мы говорим, нет, это некоторые принципы. И женское начало – это тоже женщина. Это некоторые принципы. И еще одно распространенное неправильное понимание мужского и женского – это активность и пассивность. Это не это имеется в виду. Вот возьмем яркий пример мужского начала. Допустим, солнце. Что оно делает? Оно излучается. Оно из себя выдает свет как источник прежде всего существования, а потом жизни. Поэтому мужское начало – это себя что-то выдавать, лучиться, распространяться. Это распространяющееся начало. И поэтому еще один его символ – это свет или источник света. Женское начало – это впитывать, принимать, напитываться, поглощать. Вот. И поэтому его символ тьма, потому что тьма принимает свет. В двух других символах или даже формулировках тот, что излучается, называется дух, поскольку дух делает все существующим и живым. А то, что принимает дух как источник существования, называется материей. Вот. И поэтому для идеалистов, не материалистов, эти два начала можно назвать как дух и материя. Они оба нужны друг другу, как там Шива и Шакти, Дашбог и Лада, или Пуруша и Пракрити. Потому что без духа материя мертвая. Это как вот тело мертвое, из него вышел дух. Оно неприятное, страшное. Я, конечно, могу его касаться, если это нужно, но я бы не хотел этого делать. Это не только бездушное, это тело без духа. Но точно так же духу нужна материя, потому что иначе он не воплощен. Это чистое бытие без жизни. Это существование без жития, без воплощенности. Поэтому они оба нужны друг другу, но мы понимаем, что дух входит в материю. Свет распространяется во тьму. Принцип мужского начала излучается, принцип женского принимает. И это жизнь. И если мы будем говорить с материалистами, мы будем говорить пару не дух и материя, а сознание и материя. Вот. И
материя – это проявленный, вещественный аспект жизни, сознание – это тонкое, непроявленное, невидимый аспект жизни. Просто у материалистов есть еще такое понимание, что материя рождает сознание. Вот. Это как бы материя бы создала дух. В контексте, скажем, родноверской, православянской традиции это род и природа. То есть род и как Бог род, как его там называют, Белобог, да, и есть род как вот источник существования, родоначальник. И есть природа, которая его воплощает, одевает, продолжает, оформляет. Вот. И получается, что как бы материя создает дух для материалистов, то есть материя создает сознание, и природа породила Бога. Это как бы вот творение, из творения вдруг возник Творец. Вот. Но у материалистов это как-то укладывается, мы с ними не будем это обсуждать. А мы для себя принимаем какое-то свое мировоззрение, и кто главнее, кто второстепенный, это вопрос как бы личного выбора, а мы понимаем, что тонкое вверху, плотное внизу, поэтому дух над материей в вертикальной иерархии. Ну и в контексте древних традиций дух и материя чем символизируются? Как называли, может быть, наши предки, а может быть, все люди, эту пару дух-материя, родовые природные силы, называли земля и небо. То есть, обращаясь к духовным силам, они и взгляд, и руки поднимали вверх, призывали силы небесные, но не астрономические, как это, метеорологические силы, атмосферные. Силы небесные в этом абстрактном, то есть духовные, высшие, родовые, светлые силы. Они взывали к Богу, к Творцу. Вот. И когда они говорят, что есть земные силы, силы материи, природы, вот. И поэтому Бог Отец или небо наш Отец, а Мать наша земля. Это вот эта пара духа и материи. И с неба идет свет, существование, одухотворение, сила бытия, а земля это принимает и в виде каких-то проявленных вещей, там света солнца, и в виде вот этих вот, назовем, философских, мировоззренческих пониманий. И, допустим, вот если дух или свет, он излучается, и как противоположность и дополнение материя или тьма, она впитывает, принимает, поглощает, накапливает, иногда не накапливает, она принимает, вот, то можно пассивно излучаться и можно активно впитывать. Ну и Солнце, просто мы знаем его таким здоровым и активным, и слава Богу, пусть живет миллиарды лет. Когда оно будет постепенно угасать, как вот угасают мужские начала, мужчина постепенно угасает и превращается в старика, и Солнце, и все мужские начала, источники света, они тоже могут, как сказать, пассивно излучать, еле-еле теплятся. Вот, поэтому к чему я это веду, что ассоциируется понимание мужское и женское начало с активностью и пассивностью. Но мужское, то, что из себя выдает, лучится, излучает, распространяется. И ему нужно распространяться, чтобы из него что-то выходило. И тогда он чувствует, я есть, я существую, я могу из себя что-то выдать. А женское начало – мать-земля, тьма, материя, природа или женщина в каком-то абстрактном понимании. Потому что есть очень разные женщины. Вот. Она чувствует, что она живая, когда она получает впечатление. Она что-то чувствует, она что-то впитывает. Она напитывается ощущением, говорит, да, я живая, потому что я что-то чувствую. Это можно делать и активно, и пассивно. Вот это очень важный момент. То есть, если мы, к чему это мы все рассматриваем, мы будем всегда разобраться, это мужская граха или женская. И неправильный подход. Болото, вот, оно активно засасывает, особенно если там есть какие-то пустоты, еще жизнь, и поглощает.
Ну, к чему это все веду? Может быть, активность и пассивность не главное, то, что нас будет путать в грахах, но, может, какие-то другие вещи. Мы будем делать аналогии. Где-то написано, что Шани – это старик, и поэтому это граха мужского пола. Мы будем всем отдельно разбираться, и когда я буду говорить мужская граха, женская граха, это не какой-то представитель в книгах записанный, это не активность, пассивность, это тот, кто из себя что-то излучает, выдает. И та граха, тот, кто что-то принимает, впитывает, поглощает, иногда активно, иногда нейтрально, иногда вяло. Еще какие есть вопросы по мужскому и женскому началу? Мифология или эпосы – это же иносказательное понимание. Вот возьмем Библию, да, тебе ударили по одной щеке, подстав другую. Это нужно пойти конкретно сделать или как? Это какой-то иносказательный образ, правильно? И напрямую это делать не нужно. И когда где-то написано в мифологии, в Пуранах или где-то еще, вот кто-то кому-то пришел, он такого-то пола, это произошло, это конкретное, ну как его назовем, рациональное, разумное повествование, или это мифы, которые нужно понимать иносказательно. Смысл. Я не говорю, что просто так. Да, Вот, да. возьмем «Три богатыря», да, или что там, какие известные мифы? Баба-Яга, да? Нам нужно понимать конкретно, или там есть какой-то скрытый смысл? Конечно, есть, да, смысл. Да. А у кого его узнать? Передавалось знание. То есть мифология, как и Библия, или сказки, сказания, эпосы, требуют того, кто их правильно понимает и вам проинтерпретирует. Я не трактую мифологию, потому что это очень такая непростая сфера. Вот. И мой наставник говорит, что мы можем получать знания без этого. Я понимаю, что Пураны, Шрути, все это хорошо. Вот. Но есть другие подходы. Вот. Просто сейчас такая есть тенденция. Читайте историю жизни богов, и вы их поймете. Читайте историю жизни грах, вот, и вы поймете. Но можно правильно понять, а можно неправильно понять. То же самое с Библией. Вот. Поэтому я бы полагался не на мифологию, на эпос, а на рациональный и иррациональный подход. Спасибо. Благодарю. Еще какие вопросы? В принципе, мужское и женское начало, оно в нумерологии соответствует непарным и парным числам. В Раши оно не очень заметно, но все-таки есть некоторая аналогия тоже с непарными и парными Раши, которые по тенденциям либо излучаются, либо впитывают. В контексте Бхав там вообще как бы все уже неоднозначно и трудно назвать какие-то бхавы мужскими и женскими. Вот. Но в контексте грах есть чисто мужские грахи, которые только излучаются. В контексте женских есть то же самое, очень сильно женские грахи, которые направлены на принятие, впитывание, ощущение. Вот. И есть как бы, ну как их назвать, с преобладанием одного начала. Преобладающая эта граха все-таки распространяется, она по тенденциям мужская, но может иногда впитывать. И наоборот, есть граха, которая почти всегда впитывает, но иногда может распространиться. Это не означает, что она бесполая, гермафродит. У нее есть несколько мужских начал, одно она преобладающим способом чаще всего проявляет, другое как бы держит в себе. Ну, здесь ничего удивительного. Допустим, в мужчине есть женская душа и женское тело. И он может проявлять свои женские аспекты, уделяя внимание там, телесному опыту и чувствам, эмоциям, душевности. Точно так же в женщине есть мужские начала. Ну, скажем, ее личность, тоже огненная. Вот. Она может полагаться на этот опыт и проявлять свои мужские качества, будучи в женском теле. Но видеть эти два начала очень хорошо во всем. То есть там, в явлениях, в предметах, в ситуациях, в животных. Вот. И тем более в людях не только в контексте
тела, а в контексте той силы, которую он сейчас тебя достал и проявляет и выражает. Я рассказал о том, какие существуют подходы в обучении, и сказал, что мы информационный подход используем в минимальном применении, потому что информации огромное количество, есть много источников информации, вот, и мы не хотим в этом поле конкурировать. Но мы от нее не отказываемся, мы должны правильно применять свой интеллект. Поскольку джотиш – это наука, в ней есть принимаемые постулаты, это несколько аксиом, главных принципов. Вот, и, допустим, если нужны какие-то обоснования, поскольку джотиш называется джотиша, то есть наука о свете, мы говорим о том, что мы это подразумеваем, там не свет Бога, не свет знания, не духовный внутренний свет, а свет как символ принципа. Это принцип источника. У всего есть свой источник, он же источник существования, он же принцип единоначалия, потому что источник один. Ну, есть разные определения жизни. Мы говорим, что жизнь – это возможность чувствовать, быть живым, воспринимать и ощущать. И в контексте человека его жизнь – это его ощущения. Но эти ощущения не просто как вот борщ или винегрет, где все в кучу. Они различаемы, и их не только можно, их нужно систематизировать. Я понимаю, что есть другой подход. Жизнь – это радость, счастье, река жизни, она тебя куда-то вынесет, нужно быть спонтанными, плыть по этой реке. Так тоже можно, говорила моя бабушка, плыви мой човен. Но можно жить научно, стратегично, и тогда нам нужно разобраться в своей жизни, а это означает разобраться в своих ощущениях. И тогда нам нужно их различать и находить им место. Есть как минимум две классификации. От тонких вверху в виде мышления до плотных внизу в виде потребностей и желаний. Кроме того, есть классификация ощущений, которая более важна в контексте не рашибха, а грах. Это то, что внутреннее, глубокое, мое истинное я, как мое сознание и восприятие, и что-то внешнее, как возможность меня выражать, взаимодействовать с окружением, получать там какую-то пользу, коммуницировать и обмениваться. При этом вся жизнь человека происходит одновременно в трех реальностей с обладающим вниманием к опыту одной из реальностей. Если я больше направлен вовне на объекты, тогда я внимателен к внешней объектной реальности. Если меня волнует моя жизнь, мои ощущения, то, что я проживаю, я более внимательный к внутренней реальности. Если мне важны смыслы, понимание, знание, осознание, тогда, не упуская опыт внешний и внутренний, я хочу получить, скажем, просветление, озарение высшей реальности. И помимо принципа источника, сегодня я напомнил о том, что все имеет природу либо распространения и впитывания, мы это называем мужским и женским началом, это не связано с полом людей или какими-то конкретными, ну, готовыми, как обычно называют, ну, там, интроверты, экстраверты, активный, пассивный. Вот. Это должно быть не схематично, а понимание как вот некоторых закономерностей, которые создают, самое главное, разность потенциалов. Потому что экстраверт может без интроверта, активный может быть без пассивного. Но, допустим, если сознание и материя находятся в единстве, в слиянии, тогда нет жизни. И жизнь возникает от взаимодействия духа материи или сознания и материи, как разность потенциалов между чем-то максимально абстрактным, тонким, это дух или сознание, и максимально плотным, выраженным, можно сказать, материальным. Это диапазон между светом и тьмой. Какие есть вопросы в целом по сегодняшнему занятию? И напомнить, что
С завтрашнего дня мы уже будем конкретно рассматривать каждую графу, рассматривать и в качествах, в примерах, в жизни, в словах обращения. Да, я понял, да. Чтобы каждую графу исследовать, нам нужно узнать, кто она. То есть, допустим, если мы находим первую графу, нам нужно понимать, как мы это искали и почему именно ее мы нашли. И поэтому, где она находится в нашей жизни, в ее опыте. Вот, и поэтому, обнаруживая графу как силу и ощущение, мы понимаем, как это сделали, и тогда у нас возникает технология обнаружения, то есть нахождения и исследования граф. И поэтому для каждой графы у нас есть способ ее познать. Ну, можно сказать, технология ее пробудить. Или, можно сказать, более духовно и возвышенно к ней обратиться, чтобы она пришла. Когда она приходит по своей сути, и мы это чувствуем как ее смысл, как ее внутреннюю сущность. И смысл, сущность, суть – это мужское единственное целостное явление. У каждой графи есть только одна суть. Как мы понимаем, что противоположной сути является форма, и это выражение, свойства, качества, представители и проявления. Это уже множественное. Поэтому, имея технологию пробуждения графи, допустим, называя ее по имени или отзываясь к ней по ее эпитетам, приходит ее суть, которую мы осознаем, и которая комментируется ее качествами. И эти качества бывают визуальные, тогда это образы графи. Эти качества бывают звуковые или связанные со словами, значениями, смыслами. Тогда это имена этой графи. Если приходят какие-то тонкие ощущения, ну, чаще всего осязательные, тогда это качество графи в виде ощущений. И дальше мы находим этому применение. Чтобы замечать эту графу в своей жизни, мы находим ярких представителей каждой графи. Ну, допустим, там вот мы сегодня нашли, что есть там родоначальник, да, или создатель, творец, источник. И какие-то представители это символизируют. Допустим, там глава рода. Это представитель какой-то очень однозначной графи. Вот. Потом, понимая, какие качества у графи, мы можем знать, что нам может помогать и что нам может мешать. Поэтому для каждой графи мы будем ее качества делить на помогающие и мешающие, так называемые положительные и отрицательные. Вот. И зная суть графи и ее качества, мы можем понимать, что она может нам помочь. Это называется правильное с ней взаимодействие, или, говоря другими словами, цели, которые каждая графа позволяет нам достичь. То есть, если нам нужно там управлять, нужно оживлять опыт одной графи. Если нужно наслаждаться, то это опыт другой графи. Если нужно уметь чувствовать, это опыт третьей графи и так далее. Тамара, это вы имели в виду? Ну да, хотелось познакомить как бы наших сегодняшних слушателей, что вообще будет на курсе, потому что впечатление было, что сегодня говорили много чего, возможно, сейчас в голове всего тоже много. Еще добавлю организационные вопросы, поэтому у нас занятия расформированы так вот, как я писала, через 2 на 3, либо с большими перерывами. Во-первых, после занятия обязательно будут домашние задания, но большое, объемное, над каждым вопросом нужно будет подумать, медитировать, ответить. Антон эти задания проверяет, ну, ваши работы проверяет, комментирует. То есть, чтобы было видно, что вы не нафантазировали ответы, а действительно прожили их. Вот. Ну и должно быть время, когда это все уложится в голове. И домашние задания желательно выполнять. Многие их пропускают, но это в ваших интересах. Поэтому вот общение с Антоном, плюс домашние задания, плюс следующее общение. И после семинара будет такая, в голове уже будет порядок. Ощущение усталости должно быть, наверное. И еще что хочу сказать по особенностям сегодняшнего занятия. Сегодня было очень мало общения, мало диалога. Когда будем именно уже каждую графу проживать, будет опыт граф,
должно быть очень много диалога. Должно быть много ответов, что почувствовал, где почувствовал, какое на качество. И эти качества грах будут не надиктовываться, они будут наговариваться самими участниками. Антон будет направлять. Есть такое понятие, как быть в процессе. Вот этот ритм, он немножко и напрягает, и расслабляет. Мы используем те же самые две силы. Напряжение, расслабление, и знание укладывается тогда. Поэтому и сильно не расслабляйтесь, но и переваривайте, как пойдет. Должно быть все природно. Да, кстати, может быть, вы не поняли, тут такого нет, что если домашнее задание не сделал, вас не пускают к занятию. Вы приходите, просто вы задолженник. И, наверное, это будет демотивирующим сказать, но некоторые люди затягивают и доделают потом уже с запозданием. Вот. Они делают себе хуже, поэтому если вы вдруг не сделали, у вас там какие-то семейные, производственные, деловые обстоятельства, ну вы сделаете тогда, когда сделаете. Вот. Важно понимать ценность и все-таки на это выделить время раньше или позже. Лучше раньше, чем позже, но лучше позже, чем никогда. Поэтому это живое знание, оно не подчиняется так вот каким-то конкретным срокам и числам. Ну и добавлю еще, что формируем сами домашние задания, Антон их создает для каждой группы отдельно, потому что каждая группа идет в своем темпе, находит свои ключи, подбирает свои терминологию. И задание для вас Антон будет вот просто создавать после сегодняшнего занятия отдельно. И если он успеет, то завтра, на первой половине дня вы его только получите. То есть это не шаблонное знание, это не конспективная начитка там, информационная. Это вот как в группе что-то заходило, в чем-то были сомнения, и вот на этих сомнениях Антон будет базироваться и создавать просто новые задания для вас. Ну да, есть общий план, общая канва, а потом я смотрю, что было более понятно, легко, говорят, модное слово за слово, того будет меньше в домашнем задании. Там, где были вопросы, трудности, буксования или вообще непонимания, этого будет больше в домашнем задании, потому что все люди разные и группы очень разные бывают. Но это больше как бы организационные вопросы, сроки, перерывы, расписание. По сути, есть какие-то вопросы? Что было непонятно, что нужно прояснить, разъяснить, дополнить, какие есть противоречия, неясности? Значит, все понятно, и вопросов нет. Ну, я рад. Благодарю вас за понимание. Торжественно объявляем завершение первого занятия или нулевого. Тут как бы возникла некоторая двусмысленность. Я очень рад, что вы активно участвовали. Те, кто молчали, постарайтесь проверить микрофоны и говорить. Конечно, можно написать вопросы и комментарии в чат, но это не так эффективно. Это должно быть живое общение. И вы представьте, что мы сидим где-то все вместе в одном зале. Вот я на сцене, вы в зале, я вас что-то спрашиваю, вы отвечаете, и чат там совершенно неподходящий способ общения. Я спросил, вы ответили. Иногда отвечает кто-то один, этого достаточно. Иногда я буду спрашивать каждого, вот, что вы почувствовали, какие были ощущения от графики, какова ее суть по вашему опыту, каковы ее качества вам наиболее запомнились. И это должен ответить каждый. Вот, поэтому, если вы хотите отмолчаться, это только в крайнем случае и будет гораздо хуже для исследования понимания. Опыт, ощущения, они важны тем, что нужно не только это почувствовать, получить, нужно это понять и описать. Вот. И если мы будем учиться практиковать описание опыта, который у нас есть, он нам поможет не только в целом жизни, чтобы описывать свои ощущения, особенно женщинам это важно, но это поможет правильно прочувствовать то, что находится в карте. То есть я в карте что-то вижу, Грахов такой-то Бхави. У меня возникает не готовый шаблонный ответ в виде информации, что это такие результаты. У меня возникает ощущение, у этого конкретного человека, это конкретная комбинация, уже известная мне Грахи, в этой Бхаве дает мне какие-то немного другие ощущения. Это нужно прочувствовать и писать словами. И сказать человеку, как интерпретация и в какой-то мере совет, рекомендация. Это будет всегда по-разному. Вот, поэтому, замечая ощущения,
в контексте иррационального исследования. Умея их описывать, мы тренируемся в иррациональном познании. Как минимум это развивает интуицию, предвидение, видение. Вот. А во-вторых, это позволяет избежать ошибок, когда мы просто говорим готовые шаблонные ответы, которые могут быть иногда очень неподходящими. Все, вопросов нет. Последний раз спрашиваю. Благодарю. До встречи.